Наука о том, как разбогатеть, написана Уоллесом Д. Уоттлсом и впервые опубликована в 1910 году. Предисловие: эта книга носит прагматический, а не философский характер. Это практическое руководство, а не теоретический трактат. Она предназначена для мужчин и женщин, чья самая насущная потребность в деньгах, которые хотят сначала разбогатеть, а потом уже философствовать. Она предназначена для тех, кто до сих пор не нашел ни времени, ни средств, ни возможности углубиться в изучение метафизики. Но те, кто хочет результатов и кто готов принять выводы науки за основу для действий. Не вдаваясь в подробности всех процессов, с помощью которых были сделаны эти выводы, ожидается, что читатель примет фундаментальные утверждения на веру, точно так же, как он принял бы утверждения, касающиеся закона электрического действия, если бы они были обнародованы Маркони или Эдисоном, и принимая эти утверждения на веру. Верь, что он докажет их истинность, действуя в соответствии с ними без страха и колебаний. Каждый мужчина или женщина, которые сделают это, непременно разбогатеют, ибо наука, применяемая здесь, является точной наукой, и неудача невозможна. Однако для пользы тех, кто хочет исследовать философские теории и таким образом обеспечить логическую основу для веры, я приведу здесь некоторые авторитетные источники. Монистическая теория Вселенной – теория о том, что единое – это все, и что все едино, что единое. Субстанция проявляется как кажущееся множество элементов материального мира, имеет индуистское происхождение и постепенно завоевывает свое место в мышлении западного мира на протяжении 2 столетий. 100 лет. Это основа всех восточных философий, а также философий Декарта, Спинозы, Лейбница, Шопенгауэра, Гегеля и Эмерсона. Читателю, желающему углубиться в философские основы, рекомендуется прочитать Гегеля и Эмерсона самостоятельно. При написании этой книги я пожертвовал всеми другими соображениями ради ясности и простоты стиля, чтобы все могли понять. План действий, изложенный здесь, был выведен из философских заключений. Он был тщательно проверен и выдерживает высшую проверку практическим экспериментом. Он работает. Если ты хочешь знать, как были сделаны эти выводы, прочитай труды упомянутых выше авторов, и если ты хочешь пожинать плоды их философии на практике, прочитай эту книгу. И поступай в точности так, как она тебе подсказывает. Это автор. Глава 1. Право быть богатым. Что бы ни говорили в похвалу бедности, факт остается фактом: невозможно прожить по-настоящему полноценную или успешную жизнь, если ты не богат. Ни один человек не может достичь максимально возможной высоты в развитии таланта или души, если у него нет большого количества денег, ибо для раскрытия души и развития таланта ему нужно иметь много вещей, которые можно использовать, а он не может иметь этих вещей, если у него нет денег. На что их можно купить? Человек развивается умом, душой и телом, используя вещи, а общество устроено так, что человек должен иметь деньги, чтобы стать обладателем вещей. Следовательно, основой любого прогресса для человека должно быть. Это наука о том, как разбогатеть. Цель всей жизни – развитие, и все живое имеет неотъемлемое право на любое развитие, которого оно способно достичь. Право человека на жизнь означает его право на свободное и неограниченное пользование всеми вещами, которые могут быть необходимы для его полного умственного, духовного и физического раскрытия, или, другими словами, его право быть богатым. В этой книге я не буду говорить о богатстве в переносном смысле. Быть по-настоящему богатым не значит быть удовлетворенным или довольствоваться малым. Ни один человек не должен довольствоваться малым, если он способен использовать и наслаждаться большим. Цель природы – развитие и раскрытие жизни, и у каждого человека должно быть все, что может способствовать силе, элегантности, красоте и богатству жизни, довольствоваться меньшим. Это греховно. Человек, у которого есть все, что ему нужно для жизни, на которую он способен, богат, и ни один человек, у которого мало денег, не может иметь все, что он хочет.
Жизнь продвинулась так далеко и стала настолько сложной, что даже самому обычному мужчине или женщине требуется огромное богатство, чтобы жить так, чтобы хотя бы приблизиться к завершенности. Каждый человек, естественно, хочет стать всем, кем он способен стать. Это желание реализовать врожденные возможности заложено в природе человека. Мы не можем не хотеть быть всеми, кем мы можем быть. Успех в жизни заключается в том, чтобы стать тем, кем ты хочешь быть. Ты можешь стать тем, кем ты хочешь быть, только используя вещи. И ты можешь свободно пользоваться вещами только тогда, когда станешь достаточно богатым, чтобы купить их. Поэтому понимание науки о том, как стать богатым, является самым важным из всех знаний. В желании разбогатеть нет ничего плохого. Стремление к богатству – это на самом деле стремление к более богатой, насыщенной и изобильной жизни, и это желание достойно похвалы. Человек, который не желает жить более изобильно, ненормален, и поэтому человек, который не желает иметь достаточно денег, чтобы купить все, что он хочет, ненормален. Есть три мотива, по которым мы живем: мы живем ради тела, мы живем ради разума, мы живем ради души. Ни одно из них не лучше и не святее другого, все они одинаково желанны, и ни одно из трех тел, разума или души, не может жить полноценно, если какое-либо из них лишено полноценной жизни и самовыражения. Неправильно и благородно жить только ради души и отрицать разум или тело, и неправильно жить ради интеллекта и отрицать тело и душу. Мы все знакомы с отвратительными последствиями жизни ради тела и отрицания как разума, так и души. И мы видим, что настоящая жизнь означает полное выражение всего, что человек может дать через тело, разум и душу. Что бы он ни говорил, ни один человек не может быть по-настоящему счастлив или удовлетворен, если его тело не функционирует в полной мере, и если то же самое не относится к его разуму и душе. Везде, где есть невыраженная возможность или невыполненная функция, есть неудовлетворенное желание. Желание – это возможность, стремящаяся к самовыражению, или функция, стремящаяся к исполнению. Человек не может полноценно жить без хорошей пищи, удобной одежды и теплого крова, а также без свободы от чрезмерного тяжелого труда. Отдых и рекреация также необходимы для его физической жизни. Он не может полноценно мыслить без книг и времени на их изучение, без возможности путешествовать и наблюдать или без интеллектуального общения. Чтобы полноценно мыслить, он должен иметь интеллектуальные развлечения и окружать себя всеми предметами искусства и красоты, которые он способен использовать и ценить. Чтобы жить полной жизнью души, человек должен обладать любовью, а бедность лишает любовь возможности полного выражения. Высшее счастье человека заключается в том, чтобы дарить благо тем, кого он любит. Любовь находит свое самое естественное и спонтанное выражение в отдаче. Человек, которому нечего дать, не может занять свое место как муж или отец, как гражданин или как мужчина. Именно в использовании материальных вещей человек находит полноценную жизнь для своего тела, развивает свой разум и раскрывает свою душу. Поэтому для него чрезвычайно важно, чтобы он был богат. Это совершенно правильно, что ты хочешь быть богатым. Если ты нормальный мужчина или женщина, ты не можешь не стремиться к этому. Совершенно правильно, что ты должен уделять все свое внимание науке о том, как стать богатым, потому что это самое благородное и необходимое из всех занятий. Если ты пренебрегаешь этим занятием, ты пренебрегаешь своим долгом перед самим собой, перед Богом и человечеством, потому что ты можешь воздать Богу должное. И для человечества нет большей услуги, чем максимально использовать себя. Глава 2. Есть наука о том, как стать богатым. Есть наука о том, как стать богатым, и это точная наука, такая же, как алгебра или арифметика. Существуют определенные законы, которые управляют процессом приобретения богатства, и как только любой человек усвоит эти законы и будет им следовать, он разбогатеет с математической точностью. Владение деньгами и собственностью возникает в результате того, что человек поступает определенным образом. Те, кто поступает определенным образом, намеренно или случайно, становятся богатыми,
в то время как те, кто не поступает определенным образом, независимо от того, как бы усердно они ни работали и какими бы способными ни были, они остаются бедными. Это закон природы, согласно которому сходные причины всегда приводят к сходным следствиям. И, следовательно, любой мужчина или женщина, которые научатся действовать определенным образом, безошибочно разбогатеют. То, что выше приведенное утверждение верно, подтверждается следующими фактами. Получение богатства – это не вопрос окружающей среды, потому что если бы это было так, все люди в определенных районах стали бы богатыми, все жители одного города были бы богатыми, в то время как все жители других городов были бы бедны, или жители одного штата купались бы в богатстве, в то время как жители соседнего штата жили бы в бедности. Но везде мы видим богатых и бедных, живущих бок о бок в одной и той же среде и часто занимающихся одними и теми же профессиями. Когда два человека находятся в одной местности и занимаются одним и тем же бизнесом, и один становится богатым, в то время как другой остается бедным, это показывает, что стать богатым – это не просто, прежде всего, это вопрос окружающей среды. Некоторые условия могут быть более благоприятными, чем другие, но когда два человека, занимающиеся одним и тем же бизнесом, находятся в одном районе, и один из них становится богатым, а другой терпит неудачу, это указывает на то, что разбогатеть можно только в результате определенных действий. И далее, способность делать что-то определенным образом обусловлена не только наличием таланта. Поскольку многие люди, обладающие большим талантом, остаются бедными, в то время как другие, у которых таланта очень мало, становятся богатыми. Изучая людей, которые разбогатели, мы пришли к выводу, что они являются среднестатистическими людьми во всех отношениях, не обладающими большими талантами и способностями, чем другие люди. Очевидно, что они становятся богатыми не потому, что обладают талантами и способностями, которых нет у других людей, а потому, что им посчастливилось это сделать. Все происходит определенным образом. Разбогатение – это не результат сбережения или бережливости. Многие очень скупые люди бедны, в то время как свободные транжиры часто становятся богатыми. Также нельзя разбогатеть, делая то, что не удается другим, потому что два человека в одном и том же бизнесе часто делают почти одно и то же. И один становится богатым, в то время как другой остается бедным или становится банкротом. Исходя из всего этого, мы должны прийти к выводу, что разбогатеть можно только в результате определенных действий. Если разбогатеть можно только в результате определенных действий, и если одинаковые причины всегда приводят к одинаковым последствиям, то любой мужчина или женщина, которые могут что-то делать, могут это сделать. Таким образом, можно разбогатеть, и весь этот вопрос будет отнесен к области точной науки. Здесь возникает вопрос, не может ли этот определенный путь быть настолько трудным, что лишь немногие могут следовать ему. Как мы уже видели, это не может быть правдой в том, что касается природных способностей. Талантливые люди становятся богатыми, и тупицы становятся богатыми, интеллектуально одаренные люди становятся богатыми, и очень глупые люди становятся богатыми. Физически сильные люди становятся богатыми, а слабые и болезненные люди становятся богатыми. Определенная способность мыслить и понимать, конечно, необходима, но что касается природных способностей, то любой мужчина или женщина, у которых хватит ума прочитать и понять эти слова, безусловно, могут разбогатеть. Кроме того, мы убедились, что дело не в окружающей среде. Местоположение кое-что значит. Никто не поедет в сердце Сахары и не рассчитывает на успешное ведение бизнеса. Чтобы разбогатеть, нужно иметь дело с людьми и находиться там, где есть люди, с которыми можно иметь дело. И если эти люди склонны вести себя так, как ты хочешь, тем лучше. Но это все, что касается окружающей среды. Если кто-то еще в твоем городе может разбогатеть, то и ты сможешь. И если кто-то еще в твоем штате может разбогатеть, то и ты сможешь. Повторяю, дело не в выборе какого-то определенного бизнеса или профессии. Люди становятся богатыми в любом бизнесе и в любой профессии, в то время как их ближайшие соседи, занимающиеся той же профессией, остаются в бедности. Это правда, что лучше всего ты добьешься успеха в бизнесе, который тебе нравится и который тебе близок по духу. И если у тебя есть определенные таланты, которые хорошо развиты, то лучше всего ты добьешься успеха в бизнесе, который требует применения этих талантов. Кроме того, ты добьешься наилучших результатов в бизнесе, который подходит для твоей местности. Кафе-мороженое будет лучше работать в теплом климате, чем в Гренландии, а лососевый промысел будет более успешным на северо-западе, чем во Флориде, где лосося нет. Но помимо этих общих ограничений, достижение богатства зависит не от того, занимаешься ли ты каким-то конкретным бизнесом, а от того, научишься ли ты делать что-то определенным образом.
Если ты сейчас занимаешься бизнесом и кто-то еще в твоей местности богатеет в том же бизнесе, в то время как ты, если вы не становитесь богатым, это происходит потому, что вы делаете что-то не так, как это делает другой человек. Отсутствие капитала никому не мешает разбогатеть. Это правда, что по мере накопления капитала приумножение становится более легким и быстрым, но тот, у кого есть капитал, уже богат, и ему не нужно думать о том, как стать таковым. Каким бы бедным ты ни был, если ты начнешь делать что-то определенным образом, ты начнешь богатеть, и у тебя появится капитал. Получение капитала – это часть процесса обогащения, и это часть результата, который неизменно следует за выполнением действий определенным образом. Ты можешь быть самым бедным человеком на континенте и быть по уши в долгах. У тебя может не быть ни друзей, ни влияния, ни ресурсов. Но если ты начнешь действовать таким образом, ты неизбежно начнешь богатеть, потому что одинаковые причины должны порождать одинаковые следствия. Если у тебя нет капитала, ты можешь его получить. Если ты занимаешься неправильным бизнесом, ты можешь заняться правильным бизнесом. Если ты находишься не в том месте, ты можешь пойти в нужное место, и ты можешь сделать это, начав заниматься своим нынешним бизнесом и на своем нынешнем месте, чтобы делать все определенным образом, что приведет к успеху. Глава 3. Монополизированы ли возможности? Ни один человек не остается бедным из-за того, что у него отняли возможность, потому что другие люди монополизировали богатство и окружили его забором. Возможно, тебе запрещено заниматься бизнесом в определенных областях, но для тебя открыты другие каналы. Вероятно, тебе было бы трудно получить контроль над любой из крупных железнодорожных систем. Эта область довольно сильно монополизирована. Но электрическая железная дорога все еще находится в зачаточном состоянии и открывает широкие возможности для предпринимательства, и пройдет всего несколько лет, прежде чем движение и транспортировка по воздуху станут великой отраслью промышленности, и во всех ее отраслях будет дай работу сотням тысяч, а возможно и миллионам людей. Почему бы тебе не обратить свое внимание на развитие воздушного транспорта, вместо того, чтобы конкурировать с Джей Джей Хиллом и другими за шанс в мире паровых железных дорог? Совершенно верно, что если ты рабочий сталелитейного треста, у тебя очень мало шансов стать владельцем завода, на котором ты работаешь. Но также верно и то, что если ты начнешь действовать определенным образом, то сможешь. Скоро ты уйдешь с работы в сталелитейном тресте. Ты можешь купить ферму площадью от 10 до 40 акров и заняться бизнесом в качестве производителя продуктов питания. В настоящее время перед людьми, которые будут жить на небольших участках земли и интенсивно возделывать их, открываются прекрасные возможности. Такие люди, несомненно, разбогатеют. Ты можешь сказать, что для тебя невозможно получить землю, но я собираюсь доказать тебе, что это не невозможно. И что вы, безусловно, можете обзавестись фермой, если будете работать определенным образом. В разные периоды поток возможностей течет в разных направлениях, в соответствии с потребностями общества в целом и конкретной стадией социальной эволюции, которая была достигнута. В настоящее время в Америке наблюдается тенденция к развитию сельского хозяйства и смежных отраслей промышленности и профессий. Сегодня перед фермером в его сфере деятельности открываются большие возможности, чем перед фабричным рабочим в его сфере деятельности. Это открыто перед бизнесменом, который снабжает фермера больше, чем перед тем, кто снабжает фабричного рабочего. И перед профессионалом, который обслуживает фермера больше, чем перед тем, кто служит рабочему классу. Перед человеком, который плывет по течению, а не пытается плыть против течения, открывается множество возможностей. Так что фабричные рабочие, как отдельные люди, так и целый класс, не лишены таких возможностей. Рабочие не притесняются своими хозяевами, их не перемалывают тресты и объединения капитала. Как класс они находятся там, где они есть, потому что они не ведут себя определенным образом. Если бы рабочие Америки захотели сделать это, они могли бы последовать примеру своих братьев в Бельгии и других странах и основать отличные универмаги и кооперативные предприятия. Они могли бы избирать людей своего класса на должности и принимать законы, благоприятствующие развитию таких кооперативных отраслей, и через несколько лет они могли бы мирно завладеть промышленным сектором. Рабочий класс может стать господствующим классом, когда они начнут действовать определенным образом,
Закон богатства для них такой же, как и для всех остальных. Этому они должны научиться, и они останутся там, где они есть, до тех пор, пока будут продолжать делать то, что делают. Однако отдельного работника не сковывает невежество или умственная лень его класса. Он может следовать за потоком возможностей к богатству, и эта книга расскажет ему, как это сделать. Никто не живет в бедности из-за нехватки богатства, его более чем достаточно для всех. Дворец размером с Капитолий в Вашингтоне мог бы быть построен для каждой семьи на Земле из строительных материалов, имеющихся только в Соединенных Штатах. И при интенсивном выращивании эта страна производила бы шерсть, хлопок, лен и другие материалы. Шелка хватит, чтобы одеть каждого человека в мире лучше, чем Соломон был одет во всей своей славе. Вместе с едой хватит, чтобы накормить их всех роскошно. Видимый запас практически неисчерпаем, а невидимый запас действительно неисчерпаем. Все, что ты видишь на Земле, создано из одной изначальной субстанции, из которой происходит все сущее. Постоянно создаются новые формы, а старые растворяются, но все это формы, которые принимает что-то одно. Нет предела запасам бесформенного материала или изначальной субстанции. Вселенная сделана из этого, но не все это было использовано при создании Вселенной. Пространство внутри, сквозь и между формами видимой Вселенной, пронизано и заполнено изначальной субстанцией, бесформенным веществом, исходным материалом всех вещей. Можно было бы произвести в 10 тысяч раз больше того, что уже было произведено, и даже в этом случае мы не исчерпали бы запасы универсального сырья. Следовательно, ни один человек не беден из-за того, что природа бедна, или из-за того, что ее не хватает на всех. Природа – это неисчерпаемая кладезь богатств, их запас никогда не иссякнет. Изначальная субстанция полна творческой энергии и постоянно создает новые формы. Когда запасы строительных материалов иссякнут, будет произведено еще больше. Когда почва истощится настолько, что на ней больше не будут расти продукты питания и материалы для одежды, она будет обновлена или будет создано больше почвы. Когда все золото и серебро будут извлечены из земли, если человек все еще находится на такой стадии общественного развития, что ему нужны золото и серебро, то из бесформенного будет произведено еще больше. Бесформенная материя отвечает потребностям человека, она не позволит ему остаться без чего-либо хорошего. Это верно по отношению к людям в целом. Раса в целом всегда изобильно богата, и если отдельные люди бедны, то это потому, что они не следуют определенному способу ведения дел, который делает отдельного человека богатым. Бесформенная материя разумна, это материя, которая мыслит. Она живая и всегда стремится к большему количеству жизни. Это естественный и неотъемлемый импульс жизни, стремиться жить больше. Природа интеллекта – расширять себя, а сознание – стремится расширить свои границы и найти более полное выражение. Вселенная форм была создана бесформенной живой субстанцией, которая облекается в форму, чтобы выразить себя более полно. Вселенная – это великое живое присутствие, всегда стремящееся к большей жизни и более полному функционированию. Природа создана для развития жизни, ее движущим мотивом является увеличение продолжительности жизни. По этой причине все, что может способствовать жизни, щедро обеспечено. Недостатка быть не может, если только Бог не противоречит сам себе и не сводит на нет свои собственные дела. Недостаток богатства не делает тебя бедным. Это факт, который я продемонстрирую чуть позже, что даже бесформенные ресурсы находятся в распоряжении мужчины или женщины, которые будут действовать и мыслить в соответствии с. Есть определенный способ. Глава 4. Это первый принцип науки о том, как разбогатеть. Мысль – единственная сила, которая может создать материальное богатство из бесформенной субстанции. Вещество, из которого сделаны все вещи, это мыслящая субстанция, и мысль о форме в этой субстанции создает форму. Изначальная субстанция движется в соответствии со своими мыслями. Каждая форма и процесс, которые вы видите в природе, являются видимым выражением мысли в изначальной субстанции. Когда бесформенная материя думает о форме, она принимает эту форму.
Когда она думает о движении, она совершает это движение. Именно так были созданы все вещи. Мы живем в мире мысли, который является частью Вселенной мысли. Мысль о движущейся Вселенной распространилась на бесформенную субстанцию, и мыслящая материя, движущаяся в соответствии с этой мыслью, приняла форму планетарных систем и поддерживает эту форму. Мыслящая субстанция принимает форму своей мысли и движется в соответствии с ней. Придерживаясь идеи о вращающейся системе Солнц и миров, она принимает форму этих тел и перемещает их так, как она думает. Думая о форме медленно растущего дуба, она движется соответствующим образом и производит дерево, хотя для выполнения этой работы могут потребоваться столетия. При созидании бесформенное, по-видимому, движется в соответствии с установленными им линиями движения. Мысль о дубе не вызывает мгновенного образования взрослого дерева, но она приводит в движение силы, которые создадут дерево. Дерево растет в соответствии с установленными линиями роста. Каждая мысль о форме, содержащаяся в мыслящей субстанции, вызывает создание формы, но всегда или по крайней мере в целом в соответствии с уже установленными линиями роста и действия. Мысль о доме определенной конструкции, если бы она была запечатлена на бесформенной субстанции, возможно, и не привела бы к мгновенному образованию дома, но она вызвала бы поворот творческих энергий, уже работающих в торговле. Действуй по таким каналам, которые приведут к скорейшему строительству дома. А если бы не существовало существующих каналов, по которым могла бы действовать творческая энергия, то дом был бы сформирован непосредственно из первичной субстанции, не дожидаясь медленных процессов органического и неорганического мира. Ни одна мысль о форме не может быть запечатлена в изначальной субстанции, не вызвав создания формы. Человек — это мыслящий центр, и он может порождать мысль. Все формы, которые человек создает своими руками, сначала должны существовать в его мыслях. Он не может придать форму чему-либо, пока не подумает об этом. И до сих пор человек полностью ограничивал свои усилия работой своих рук, он применял ручной труд в мире форм, стремясь изменить или модифицировать уже существующее. Ему никогда не приходило в голову попытаться вызвать создание новых форм, воздействуя своими мыслями на бесформенную субстанцию. Когда у человека появляется мыслеформа, он берет материал из форм природы и создает образ формы, который находится в его сознании. До сих пор он почти не предпринимал усилий для сотрудничества с бесформенным разумом, для работы с отцом. Ему и во сне не снилось, что он может делать то, что, как он видит, делает отец. Человек перестраивает и модифицирует существующие формы с помощью ручного труда. Он не уделил никакого внимания вопросу о том, может ли он создавать вещи из бесформенной субстанции, передавая ей свои мысли. Мы предлагаем доказать, что он может это сделать, доказать, что любой мужчина или женщина могут это сделать, и показать, как это сделать. В качестве нашего первого шага мы должны сформулировать 3 фундаментальных положения. Во-первых, мы утверждаем, что существует единый изначальный бесформенный материал или субстанция, из которой созданы все вещи. Все кажущееся множество элементов — это всего лишь различные проявления одного элемента. Все многочисленные формы, встречающиеся в органической и неорганической природе, это всего лишь разные формы, сделанные из одного и того же материала. И это вещество, мыслящее вещество. Мысль, содержащаяся в нем, создает форму мысли. Мысль в мыслящей субстанции создает формы. Человек — это мыслящий центр, способный к оригинальному мышлению. Если человек может передать свою мысль оригинальной мыслящей субстанции, он может вызвать создание или формацию того, о чем он думает. Подведем итог. Существует мыслящая материя, из которой состоит все сущее, и которая в своем первоначальном состоянии пронизывает и заполняет все пространства Вселенной. Мысль в этой субстанции создает то, что изображается мыслью. Человек может создавать предметы своей мыслью и, воздействуя своей мыслью на бесформенную субстанцию, может вызвать создание того, о чем он думает. Меня могут спросить, могу ли я доказать эти утверждения, и не вдаваясь в подробности, я отвечаю, что могу это сделать как с помощью логики, так и с помощью опыта. Рассуждая в обратном направлении от феноменов формы и мысли, я прихожу к одной изначальной мыслящей субстанции,
и рассуждая вперед от этой мыслящей субстанции, я прихожу к способности человека вызывать формирование того, о чем он думает. И проведя эксперимент, я пришел к выводу, что эти рассуждения верны, и это мое самое сильное доказательство. Если один человек, читающий эту книгу, разбогатеет, делая то, что она ему говорит, это будет доказательством в поддержку моего утверждения. Но если каждый человек, делающий то, что она ему говорит, разбогатеет, это будет положительным доказательством до тех пор, пока кто-нибудь не пройдет через этот процесс и терпит неудачу. Теория верна до тех пор, пока процесс не завершится неудачей, и этот процесс не завершится неудачей. Потому что каждый человек, который будет делать именно то, что ему советует эта книга, разбогатеет. Я уже говорил, что люди становятся богатыми, поступая определенным образом, и для того, чтобы сделать это, люди должны научиться мыслить определенным образом. То, как человек поступает, является прямым результатом того, как он думает о вещах. Чтобы делать что-то так, как ты хочешь, тебе придется приобрести способность мыслить так, как ты хочешь. Это первый шаг к тому, чтобы разбогатеть. Думать то, что тебе хочется, значит думать правду, невзирая на внешнюю видимость. У каждого человека есть естественная и присущая ему способность думать то, что он хочет думать. Но для этого требуется гораздо больше усилий, чем для того, чтобы думать так, как подсказывает внешность. Мыслить в соответствии с внешними проявлениями легко, мыслить правдиво, невзирая на внешние проявления, трудоемко и требует затрат большего количества энергии, чем любая другая работа, которую призван выполнять человек. Нет такой работы, от которой большинство людей уклонялось бы так, как от работы, связанной с постоянным и последовательным мышлением. Это самая тяжелая работа в мире. Это особенно верно, когда истина противоречит видимости. Каждое явление в видимом мире стремится создать соответствующую форму в уме, который наблюдает за ним, и предотвратить это можно, только удерживая мысль об истине. Если ты будешь смотреть на видимость болезни, это вызовет ее форму в твоем собственном уме и в конечном счете в твоем теле, если только ты не будешь придерживаться мысли об истине, которая заключается в том, что болезни нет, это только видимость, а реальность – это здоровье. Когда ты смотришь на видимость бедности, в твоем собственном сознании возникают соответствующие образы, если только ты не придерживаешься истины, что бедности нет. Есть только изобилие. Думать о здоровье, когда окружен видимостью болезни, или думать о богатстве, когда окружен видимостью бедности, требует силы. Но тот, кто обретает эту силу, становится мастером своего дела. Он может победить судьбу, он может получить то, что хочет. Эту силу можно обрести, только постигнув основной факт, который стоит за всеми проявлениями, и этот факт заключается в том, что существует единая мыслящая субстанция, из которой и посредством которой созданы все вещи. Тогда мы должны осознать ту истину, что каждая мысль, заключенная в этой субстанции, обретает форму, и что человек может так воздействовать на нее своими мыслями, что они обретают форму и становятся видимыми вещами. Когда мы осознаем это, мы теряем все сомнения и страх, потому что знаем, что можем создать то, что хотим создать, мы можем получить то, что хотим иметь, и можем стать теми, кем хотим быть. В качестве первого шага на пути к богатству ты должен поверить в 3 фундаментальных утверждения, приведенных ранее в этой главе, и для того, чтобы подчеркнуть их, я повторяю их здесь. Существует мыслящая материя, из которой сделаны все вещи, и которая в своем первоначальном состоянии пронизывает насквозь и заполняет все пространства Вселенной. Мысль, заключенная в этой субстанции, создает то, что изображается этой мыслью. Человек может формировать предметы в своей мысли и, воздействуя своей мыслью на бесформенную субстанцию, может вызвать создание того, о чем он думает. Ты должен отбросить все другие концепции Вселенной, кроме этой монистической. И ты должен размышлять об этом до тех пор, пока это не закрепится в твоем сознании и не станет твоей привычной мыслью. Перечитывай эти утверждения вероучения снова и снова, запечатлей каждое слово в своей памяти и размышляй над ними до тех пор, пока твердо не поверишь в то, что они говорят. Если у тебя возникнут сомнения, отбрось их как грех. Не слушай доводов против этой идеи, не ходи в церкви или на лекции, где преподается или проповедуется противоположная концепция вещей. Не читай журналы или книги, которые проповедуют иную идею. Если ты запутаешься в своей вере, все твои усилия будут напрасны. Не спрашивай, почему все это правда, и не размышляй о том, как это может быть правдой, просто прими это на веру.
Наука о том, как разбогатеть, начинается с абсолютного принятия этой веры. Глава 5. Увеличение продолжительности жизни. Ты должен избавиться от последних остатков старой идеи о том, что существует божество, чья воля состоит в том, чтобы ты был беден, или чем целям может служить сохранение тебя в бедности. Разумная субстанция, которая есть все и во всем, и которая живет во всем и живет в тебе, это сознательно живущая субстанция. Будучи сознательно живой субстанцией, она должна обладать естественным и присущим каждому живому разуму стремлением к увеличению продолжительности жизни. Каждое живое существо должно постоянно стремиться к увеличению продолжительности своей жизни, потому что жизнь сама по себе должна увеличиваться. Семя, брошенное в землю, начинает действовать и в процессе жизни производит еще сотню семян. Жизнь, живя, умножает себя. Это постоянно становится чем-то большим, так и должно быть, если это вообще будет продолжаться. Интеллект испытывает ту же потребность в постоянном росте. Каждая мысль, которую мы думаем, заставляет нас думать о другой мысли, сознание постоянно расширяется. Каждый факт, который мы узнаем, приводит нас к изучению другого факта, знания постоянно увеличиваются. Каждый талант, который мы развиваем, вызывает в уме желание развить другой талант. Мы подчиняемся жизненному порыву, стремлению к самовыражению, которое постоянно побуждает нас больше знать, больше делать и быть чем-то большим. Чтобы знать больше, делать больше и быть лучше, мы должны иметь больше. У нас должны быть вещи, которые можно использовать. Потому что мы учимся, делаем и становимся лучше, только используя вещи. Мы должны разбогатеть, чтобы жить дольше. Стремление к богатству – это просто способность к более широкой жизни, стремящейся к самореализации. Каждое желание – это попытка реализовать невыраженную возможность. Именно сила, стремящаяся проявиться, вызывает желание. То, что заставляет тебя хотеть больше денег, это то же самое, что заставляет растение расти. Это жизнь, стремящаяся к более полному самовыражению. Единая живая субстанция должна подчиняться этому неотъемлемому закону всей жизни. Она пронизана желанием жить дольше. Вот почему она испытывает необходимость создавать вещи. Единая субстанция желает больше жить в тебе, следовательно, она хочет, чтобы у тебя было все, что ты можешь использовать. Бог желает, чтобы ты разбогател. Он хочет, чтобы ты разбогател, потому что он сможет лучше выразить себя через тебя, если у тебя будет много вещей, которые помогут ему выразить себя. Он сможет больше жить в тебе, если ты будешь неограниченно распоряжаться средствами к существованию. Вселенная желает, чтобы у тебя было все, что ты хочешь иметь. Природа благосклонно относится к твоим планам. Для тебя все естественно. Убедись, что это правда. Однако очень важно, чтобы твоя цель соответствовала цели, которая есть во всем. Ты должен стремиться к настоящей жизни, а не к простому удовольствию или чувственному удовлетворению. Жизнь – это выполнение функций, и индивидуум по-настоящему живет только тогда, когда он выполняет все функции, физические, ментальные и духовные, на которые он способен, без излишеств ни в одной из них. Ты хочешь разбогатеть не для того, чтобы жить по-свински ради удовлетворения животных желаний. Это не жизнь. Но выполнение каждой физической функции – это часть жизни, и никто не живет полностью, если отказывает импульсам тела в нормальном и здоровом выражении. Ты же не хочешь разбогатеть только для того, чтобы наслаждаться умственными удовольствиями, получать знания, удовлетворять амбиции, затмевать других, чтобы стать знаменитым. Все это является законной частью жизни, но человек, который живет только ради интеллектуальных удовольствий, будет жить лишь частично, и он никогда не будет доволен своей участью. Ты же не хочешь разбогатеть исключительно ради блага других, пожертвовать собой ради спасения человечества, испытать радость филантропии и самопожертвования. Радости души – это всего лишь часть жизни, и они ничем не лучше и не благороднее любой другой части. Ты хочешь разбогатеть, чтобы иметь возможность есть, пить и веселиться, когда придет время делать все это. Для того, чтобы ты мог окружить себя красивыми вещами, увидеть далекие страны, напитать свой разум и развить свой интеллект.
Для того, чтобы ты мог любить людей, совершать добрые поступки и быть способным сыграть хорошую роль в том, чтобы помочь миру найти истину. Но помни, что крайний альтруизм ничем не лучше и не благороднее крайнего эгоизма, и то и другое ошибки. Избавься от мысли, что Бог хочет, чтобы ты пожертвовал собой ради других, и что этим ты можешь заручиться Его благосклонностью. Бог ничего подобного не требует. Чего Он хочет, так это чтобы ты максимально использовал себя, как для себя, так и для других. И ты можешь помочь другим больше, максимально используя себя, чем каким-либо другим способом. Ты можешь извлечь максимальную пользу из себя, только разбогатев. Поэтому правильно и похвально, что ты должен в первую очередь думать о приобретении богатства. Однако помни, что стремление к материальному существует для всех, и его движение должно быть направлено на увеличение жизни для всех. Его нельзя заставить работать на уменьшение жизни для кого-либо, потому что оно одинаково присуще всем, стремящимся к богатству. И жизнь тоже. Разумная субстанция будет создавать вещи для тебя, но она не будет отнимать вещи у кого-то другого и отдавать их тебе. Ты должен избавиться от мысли о соперничестве. Ты должен творить, а не бороться за то, что уже создано. Ты не должен ничего ни у кого отнимать. Тебе не нужно заключать выгодные сделки. Тебе не нужно обманывать или извлекать выгоду. Тебе не нужно позволять кому-либо работать на тебя за меньшую плату, чем он зарабатывает. Тебе не нужно желать чужого имущества или смотреть на него с вожделением. Ни у одного человека нет ничего такого, чего ты не мог бы получить, не отнимая у него то, что у него есть. Ты должен стать творцом, а не конкурентом. Ты получишь то, что хочешь, но таким образом, чтобы когда ты это получишь, у каждого другого человека было больше, чем у него есть сейчас. Я знаю, что есть люди, которые зарабатывают огромные суммы денег, действуя вразрез с утверждениями, приведенными в предыдущем абзаце, и могу добавить здесь несколько пояснений. Люди плутократического типа, которые становятся очень богатыми, иногда делают это исключительно благодаря своим экстраординарным способностям в плане конкуренции, а иногда они бессознательно связывают себя с материей в ее великих целях и движениях ради. Общее развитие расы происходит в результате индустриальной эволюции. Рокфеллер, Карнеги, Морган и другие были бессознательными агентами Всевышнего в необходимой работе по систематизации и организации производственной индустрии. И в конце концов их работа внесет огромный вклад в увеличение. Жизнь для всех. Их время подходит к концу, они организовали производство, и вскоре им на смену придут агенты масс, которые организуют механизм распределения. Мультимиллионеры подобны чудовищным рептилиям доисторических эпох. Они играют необходимую роль в эволюционном процессе, но та же сила, которая их породила, избавится от них. И не стоит забывать, что они никогда не были по-настоящему богатыми. Изучение личной жизни большинства представителей этого класса покажет, что они действительно были самыми жалкими из бедных. Богатство, полученное в результате конкуренции, никогда не бывает удовлетворительным и постоянным. Сегодня оно принадлежит тебе, а завтра другому. Запомни, если ты хочешь разбогатеть научно и определенным образом, ты должен полностью отказаться от мысли о соперничестве. Ты ни на секунду не должен думать, что запасы ограничены. Как только ты начинаешь думать, что все деньги загнаны в угол и контролируются банкирами и другими лицами, и что ты должен приложить все усилия, чтобы добиться принятия законов, останавливающих этот процесс и так далее, в этот момент ты попадаешь у тебя развито соревновательное мышление, и твоя способность творить на какое-то время исчезла. И что еще хуже, ты, вероятно, остановишь те творческие движения, которые уже начал. Знай, что в горах Земли спрятано золото на бесчисленные миллионы долларов, которое еще не извлечено на свет Божий. И знай, что если бы его не было, то из мыслящей субстанции было бы создано еще больше для удовлетворения твоих потребностей. Знай, что деньги, в которых ты нуждаешься, придут, даже если для этого потребуется завтра направить 1000 человек на открытие новых золотых приисков. Никогда не смотри на видимый запас. Всегда смотри на безграничные богатства бесформенной субстанции и знай, что они приходят к тебе так быстро, как только ты сможешь их получить и использовать. Никто не сможет помешать тебе получить то, что принадлежит тебе. Так что никогда не позволяй себе даже на мгновение думать, что все лучшие места для строительства будут заняты до того, как ты начнешь строить свой дом, если только ты не поторопишься. Никогда не беспокойся о трестах и комбинатах и не тревожься из-за страха, что они скоро завладеют всей землей.
Никогда не бойся, что ты потеряешь то, чего хочешь, потому что какой-то другой человек опередит тебя в этом. Этого просто не может быть. Ты не стремишься к чему-то, чем владеет кто-то другой. Ты создаешь то, что хочешь, из бесформенной субстанции, и возможности этого безграничны. Придерживайся сформулированного утверждения: существует мыслящая материя, из которой состоит все сущее, и которая в своем первоначальном состоянии пронизывает и заполняет все пространства Вселенной. Мысль, заключенная в этой субстанции, создает то, что изображается этой мыслью. Человек может формировать предметы в своей мысли и, воздействуя своей мыслью на бесформенную субстанцию, может вызвать создание того, о чем он думает. Глава 6. Как к тебе приходит богатство? Когда я говорю, что тебе не нужно заключать выгодные сделки, я не имею в виду, что тебе вообще не нужно заключать никаких сделок, или что ты выше необходимости иметь какие-либо отношения со своими ближними. Я имею в виду, что тебе не нужно будет поступать с ними несправедливо, тебе не обязательно получать что-то даром, но ты можешь дать каждому мужчине больше, чем берешь у него. Вы не можете дать каждому человеку больше рыночной стоимости, чем берете у него, но вы можете дать ему больше потребительной стоимости, чем денежная стоимость вещи, которую вы у него берете. Бумага, чернила и другие материалы, содержащиеся в этой книге, возможно, не стоят тех денег, которые ты за нее платишь. Но если идеи, предложенные в ней, принесут тебе $1000, значит, те, кто продал ее тебе, не обидели тебя, они дали тебе отличный шанс. Используй ценность для получения небольшой денежной выгоды. Давай предположим, что у меня есть картина одного из великих художников, которая в любом цивилизованном обществе стоит $1000. Я везу ее в Баффинов залив и с помощью искусства продавца заставляю эскимоса отдать за нее сверток мехов стоимостью $500. Я действительно причинил ему зло, потому что ему эта картина ни к чему. Она не имеет для него никакой ценности, она ничего не добавит к его жизни. Но предположим, что я отдам ему ружье стоимостью $50 за его меха, тогда он заключит выгодную сделку. Ружье ему пригодится, оно принесет ему еще много мехов и еды, оно улучшит его жизнь во всех отношениях, оно сделает его богатым. Когда ты поднимешься с уровня соперничества на уровень творчества, ты сможешь очень строго отслеживать свои деловые операции. И если вы продаете любому человеку что-либо, что не добавляет к его жизни больше, чем то, что он дает вам взамен, вы можете это сделать. Позволь себе остановить это. Тебе не обязательно кого-то побеждать в бизнесе. И если ты занимаешься бизнесом, который действительно побеждает людей, немедленно уходи из него. Давайте каждому человеку больше потребительной стоимости, чем вы берете у него в денежном выражении. Тогда вы вносите свой вклад в жизнь мира каждой деловой сделкой. Если у вас есть люди, работающие на вас, вы должны брать с них больше в денежном выражении, чем платите им в виде заработной платы. Но вы можете так организовать свой бизнес, чтобы он был наполнен принципом продвижения по службе и чтобы каждый сотрудник, который пожелает. Если ты будешь так поступать, то с каждым днем будешь понемногу продвигаться вперед. Ты можешь заставить свой бизнес делать для своих сотрудников то же, что эта книга делает для тебя. Ты можешь так вести свой бизнес, что это будет своего рода лестница, по которой каждый сотрудник, который возьмет на себя труд, сможет сам подняться к богатству. И если ему представится такая возможность, то если он этого не сделает, то это не твоя вина. И, наконец, из того, что ты должен создавать свои богатства из бесформенной субстанции, которая пронизывает все, что тебя окружает. Не следует, что они должны принимать форму из атмосферы и появляться на твоих глазах. Если тебе, например, нужна швейная машинка, я не хочу сказать, что ты должен внушать мысли о швейной машинке мыслящему существу до тех пор, пока машина не будет создана без помощи рук. В комнате, где ты сидишь, или где-либо еще. Но если тебе нужна швейная машинка, представь ее в своем воображении с полной уверенностью, что она уже сделана или находится на пути к тебе. Однажды сформировав мысль, имей самую абсолютную и беспрекословную веру в то, что швейная машинка скоро появится. Никогда не думай о ней и не говори о ней иначе, как о том, что она обязательно появится. Считай, что это уже твое. Это будет передано тебе силой высшего разума, воздействующего на умы людей. Если ты живешь в штате Мэн, может случиться так, что из Техаса или Японии привезут человека для участия в какой-нибудь сделке, в результате которой ты получишь то, что хочешь. Если это так, то все это пойдет на пользу как этому человеку, так и тебе. Ни на мгновение не забывай, что мыслящая субстанция проходит через все, находится во всем, общается со всеми и может влиять на все.
Стремление мыслящей субстанции к более полноценной и лучшей жизни привело к созданию всех уже изготовленных швейных машин, и это может привести к созданию еще миллионов. И так и будет, когда люди приведут это в движение желанием и верой, действуя определенным образом. Ты, конечно, можешь иметь в своем доме швейную машинку, и точно так же несомненно, что у тебя может быть любая другая вещь или предметы, которые ты захочешь, и которые ты будешь использовать для улучшения своей собственной жизни и жизни других людей. Тебе не нужно стесняться просить о многом, твоему Отцу угодно дать тебе царство, сказал Иисус. Изначальная субстанция хочет воплотить в тебе все, что возможно, и хочет, чтобы у тебя было все, что ты можешь или будешь использовать для жизни с наибольшим изобилием. Если ты зафиксируешь в своем сознании тот факт, что желание обладать богатством, которое ты испытываешь, совпадает с желанием всемогущества для более полного выражения, твоя вера станет непобедимой. Однажды я увидел маленького мальчика, сидящего за пианино и тщетно пытающегося извлечь гармонию из клавиш. И я увидел, что он был огорчен и раздосадован своей неспособностью играть настоящую музыку. Я спросил его о причине его раздражения, и он ответил: «Я чувствую музыку внутри себя, но не могу заставить свои руки двигаться правильно». Музыка в нем была побуждением изначальной субстанции, содержащей все возможности всей жизни. Все, что есть в музыке, стремилось выразить себя через ребенка. Бог, единая субстанция, пытается жить, творить и наслаждаться вещами через человечество. Он говорит: «Я хочу, чтобы руки строили чудесные сооружения, играли божественную гармонию, рисовали великолепные картины. Я хочу, чтобы ноги выполняли мои поручения. Глаза видели мою красоту, языки говорили великие истины и пели чудесные песни» и так далее. Все, что возможно, это поиск самовыражения с помощью мужчин. Бог хочет, чтобы у тех, кто умеет играть музыку, были пианино и любые другие инструменты, а также средства для развития своих талантов в полной мере. Он хочет, чтобы те, кто умеет ценить красоту, могли окружать себя красивыми вещами. Он хочет, чтобы те, кто может распознать истину, имели все возможности путешествовать и наблюдать. Он хочет, чтобы те, кто умеет ценить одежду, были красиво одеты, а те, кто умеет ценить хорошую еду, были роскошно накормлены. Он хочет всего этого, потому что это он сам наслаждается и ценит это. Это Бог хочет играть, петь, наслаждаться красотой, провозглашать истину, носить красивую одежду и есть вкусную пищу. Это Бог побуждает тебя желать и делать, сказал Пол. Желание, которое ты испытываешь к богатству, безгранично, и он стремится выразить себя в тебе так же, как он пытался найти выражение в маленьком мальчике за пианино. Так что тебе не нужно стесняться просить о многом. Твоя задача — сосредоточить внимание на желаниях Бога и выразить их. Это трудный момент для большинства людей, они сохраняют что-то от старой идеи о том, что бедность и самопожертвование угодны Богу. Они рассматривают бедность как часть плана, как природную необходимость. У них есть идея, что Бог завершил свою работу и создал все, что Он мог создать, и что большинство людей должны оставаться бедными, потому что им не на что жить. Они так сильно придерживаются этой ошибочной мысли, что им стыдно просить о богатстве. Они стараются не желать большего, чем очень скромная компетентность, достаточная только для того, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно. Сейчас я вспоминаю случай с одним студентом, которому сказали, что он должен составить в уме четкую картину желаемых вещей, чтобы творческая мысль о них могла запечатлеться в бесформенной субстанции. Он был очень бедным человеком, жил в арендованном доме и имел только то, что зарабатывал изо дня в день, и он не мог осознать тот факт, что все богатство принадлежало ему. Так вот, поразмыслив над этим вопросом, он решил, что вполне разумно попросить новый ковер на пол в своей лучшей комнате и угольную плиту антрацитового цвета, чтобы обогревать дом в холодную погоду. Следуя инструкциям, приведенным в этой книге, он получил все это за несколько месяцев, а потом до него дошло, что он просил недостаточно. Он прошелся по дому, в котором жил, и спланировал все улучшения, которые он хотел бы в нем сделать. Он мысленно добавил эркер здесь и комнату там, пока в его сознании это не стало завершенным, как его идеальный дом, а затем он спланировал его меблировку. Держа в уме всю картину целиком, он начал жить определенным образом и двигаться к тому, чего хотел. Теперь у него есть дом, и он перестраивает его в соответствии со своим мысленным образом. И теперь с еще большей верой он будет стремиться к еще более великим свершениям. Это было дано ему в соответствии с его верой, и также обстоит дело с тобой и со всеми нами. Глава 7.
Прими благодарность. Иллюстрации, приведенные в последней главе, должны донести до читателя тот факт, что первым шагом на пути к богатству является представление о твоих желаниях к бесформенной субстанции. Это правда, и ты увидишь, что для этого необходимо гармонично соотнести себя с бесформенным разумом. Обеспечение этих гармоничных отношений является вопросом такой первостепенной и жизненно важной важности, что я уделю здесь немного места его обсуждению и дам вам инструкции, которые, если вы будете им следовать, обязательно приведут вас к совершенству. Это единство ума с Богом. Весь процесс ментальной адаптации и искупления можно выразить одним словом – благодарность. Во-первых, ты веришь, что существует единая разумная субстанция, из которой происходит все сущее. Во-вторых, ты веришь, что эта субстанция дает тебе все, чего ты желаешь. И в-третьих, ты относишься к ней с чувством глубокой благодарности. Многие люди, которые правильно распоряжаются своей жизнью во всех других отношениях, живут в бедности из-за отсутствия благодарности. Получив один дар от Бога, они перерезают провода, которые соединяют их с Ним, не признавая этого. Легко понять, что чем ближе мы живем к источнику богатства, тем больше богатства мы получим. И также легко понять, что душа, которая всегда благодарна, живет в более тесном контакте с Богом, чем та, которая никогда. Я смотрю на Него с благодарностью и признательностью. Чем с большей благодарностью мы сосредотачиваем свой ум на Всевышнем, когда к нам приходят хорошие вещи, тем больше хороших вещей мы получим, и тем быстрее они придут. И причина просто в том, что ментальный настрой благодарности вовлекает ум в «приблизься к источнику, из которого исходят благословения». Если для тебя нова мысль о том, что благодарность приводит весь твой разум в более тесную гармонию с созидательными энергиями Вселенной, подумай об этом хорошенько. И ты увидишь, что это правда. Все хорошее, что у тебя уже есть, пришло к тебе благодаря соблюдению определенных законов. Благодарность направит твой разум по тому пути, которым приходят вещи, и это будет поддерживать тебя в тесной гармонии с творческим мышлением, и не даст тебе впасть в соревновательное мышление. Одна только благодарность может заставить тебя смотреть на все и уберечь от ошибки, когда ты думаешь, что запас ограничен, а поступить так было бы фатально для твоих надежд. Существует закон благодарности, и совершенно необходимо, чтобы ты соблюдал его, если хочешь добиться желаемых результатов. Закон благодарности – это естественный принцип, согласно которому действие и противодействие всегда равны и направлены в противоположные стороны. Благодарное обращение твоего ума в благодарственной хвале Всевышнему – это освобождение или расходование силы. Оно не может не достичь того, к чему обращено. И реакцией является мгновенное движение к тебе. Приблизься к Богу, и Он приблизится к тебе. Это утверждение является психологической истиной. И если твоя благодарность сильна и постоянна, реакция бесформенной субстанции будет сильной и непрерывной. То, чего ты хочешь, всегда будет двигаться к тебе. Обрати внимание на благодарное отношение Иисуса. Кажется, что Он всегда говорит: «Я благодарю тебя, Отче, за то, что ты слышишь меня». Ты не можешь обладать большой властью без благодарности, потому что именно благодарность поддерживает твою связь с властью. Но ценность благодарности заключается не только в том, чтобы получить больше благословений в будущем. Без благодарности ты не сможешь долго удерживать себя от неудовлетворенных мыслей о том, как обстоят дела на самом деле. В тот момент, когда ты позволяешь своему разуму пребывать в неудовлетворенности от того, как обстоят дела на самом деле, ты начинаешь терять почву под ногами. Ты сосредотачиваешь внимание на обыденном, заурядном, бедном, убогом и подлом, и твой ум принимает форму этих вещей. Затем ты передашь эти формы или мысленные образы бесформенному, и обычное, бедное, убогое и подлое придет к тебе. Ты позволять своему разуму сосредотачиваться на низшем, значит становиться низшим и окружать себя низшими вещами. С другой стороны, сосредоточить свое внимание на лучшем, значит окружить себя лучшим и стать лучшим. Творческая сила внутри нас создает образ того, чему мы уделяем наше внимание. Мы мыслящая субстанция, а мыслящая субстанция всегда принимает форму того, о чем она думает. Благодарный ум постоянно сосредоточен на лучшем, поэтому он стремится стать лучшим, он принимает форму или характер лучшего и будет получать лучшее. Вера также рождается из благодарности.
Благодарный ум постоянно ожидает чего-то хорошего, и ожидание превращается в веру. Реакция благодарности на собственный разум порождает веру, и каждая исходящая волна благодарности усиливает веру. Тот, у кого нет чувства благодарности, не сможет долго сохранять живую веру, а без живой веры вы не сможете разбогатеть творческим методом, как мы увидим в следующих главах. В таком случае необходимо выработать привычку быть благодарным за все хорошее, что приходит к тебе, и постоянно благодарить. И поскольку все способствовало твоему продвижению по службе, ты должен включить все это в свою благодарность. Не трать время на размышления или разговоры о недостатках или неправильных действиях плутократов или магнатов траста. Их организация мира создала для тебя новые возможности. Все, что ты получаешь, действительно приходит к тебе благодаря им. Не гневайся на коррумпированных политиков. Если бы не политики, мы бы впали в анархию, и твои возможности были бы значительно ограничены. Бог долго и очень терпеливо трудился, чтобы привести нас туда, где мы находимся в промышленности и правительстве, и Он продолжает свою работу. Работай. Нет ни малейшего сомнения в том, что Он покончит с плутократами, трастовыми магнатами, промышленными магнатами и политиками, как только их можно будет пощадить. Но пока что смотрите. Все они очень хороши. Помни, что все они помогают организовать каналы передачи, по которым к тебе придут твои богатства, и будь благодарен им всем. Это приведет тебя к гармоничным отношениям с добром во всем, и добро во всем будет двигаться к тебе. Глава 8. Думай определенным образом. Вернись к главе «Вы» и прочитай еще раз историю о человеке, который создал мысленный образ своего дома, и вы получите четкое представление о первом шаге на пути к богатству. Ты должен сформировать ясную, определенную мысленную картину того, чего ты хочешь. Ты не можешь передать идею, если у тебя ее нет. У тебя должно быть это, прежде чем ты сможешь это дать, и многим людям не удается произвести впечатление на мыслящую сущность, потому что у них самих есть лишь смутное представление о том, что они хотят делать, иметь или кем стать. Недостаточно того, что у тебя должно быть общее стремление к богатству, чтобы делать добро. Это желание есть у каждого. Недостаточно того, что у тебя должно быть желание путешествовать, видеть разные вещи, жить больше и так далее. Эти желания есть и у каждого человека. Если бы ты собирался отправить другу радиосообщение, ты бы не посылал буквы алфавита в их порядке, а позволил бы ему самому составить сообщение. И ты бы не брал слова наугад из словаря. Ты мог бы написать связное предложение, которое бы что-то значило. Когда ты пытаешься выразить свои желания по существу, помни, что это должно быть сделано с помощью связного заявления. Ты должен знать, чего хочешь, и быть определенным. Ты никогда не разбогатеешь и не приведешь в действие творческую силу, посылая неоформленные стремления и смутные желания. Проанализируй свои желания точно так же, как человек, которого я описал, осмотрел свой дом. Посмотри, чего именно ты хочешь. И представь себе ясную мысленную картину того, как ты хочешь, чтобы это выглядело, когда ты это получишь. Эту ясную мысленную картину ты должен постоянно держать в уме, как моряк держит в уме порт, к которому он ведет корабль. Ты должен все время смотреть в его сторону. Ты не должен упускать это из виду, как рулевой не должен упускать из виду компас. Нет необходимости ни в упражнениях по концентрации, ни в выделении особого времени для молитвы и аффирмации, ни в погружении в тишину, ни в каких-либо оккультных трюках любого рода. Все это достаточно хорошо, но все, что тебе нужно, это знать, чего ты хочешь, и хотеть этого достаточно сильно, чтобы это не выходило у тебя из головы. Проводи столько свободного времени, сколько сможешь, созерцая свою картину, но никому не нужно делать упражнения, чтобы сконцентрировать свой ум на том, чего он действительно хочет. Именно те вещи, которые тебя на самом деле не волнуют, требуют усилий, чтобы сосредоточь на них свое внимание. И если ты действительно не хочешь разбогатеть настолько, чтобы это желание было достаточно сильным, чтобы направить твои мысли к цели, как магнитный полюс удерживает стрелку компаса, вряд ли тебе стоит пытаться осуществить задуманное. Инструкции даны в этой книге. Описанные здесь методы предназначены для людей, чье стремление к богатству достаточно сильно, чтобы преодолеть умственную лень и любовь к легкости и заставить их работать. Чем яснее и определеннее ты создашь свою картину, и чем больше будешь размышлять над ней, выявляя все ее восхитительные детали, тем сильнее будет твое желание. А чем сильнее твое желание,
тем легче тебе будет удерживать свой ум сосредоточенным. Посмотри на картинку, чего ты хочешь. Однако необходимо нечто большее, чем просто ясно видеть картинку. Если это все, что ты делаешь, то ты всего лишь мечтатель, и у тебя будет мало сил для достижения цели. За твоим ясным видением должна стоять цель реализовать это, воплотить это в осязаемом выражении. И за этой целью должна стоять непобедимая и непоколебимая вера в то, что вещь уже принадлежит тебе, что она под рукой, и тебе нужно только завладеть ею. Живи в новом доме мысленно, пока он не обретет форму вокруг тебя физически. В ментальной сфере сразу же начинай получать полное удовольствие от того, чего ты хочешь. О чем бы ты ни просил в молитве, верь, что получишь это, и у тебя это будет, сказал Иисус. Смотри на вещи, которые тебе нужны, так, как если бы они действительно были рядом с тобой все время. Представь, что ты владеешь ими и используешь их. Используй их в воображении точно так же, как ты будешь использовать их, когда они станут твоим материальным достоянием. Сосредоточься на своей мысленной картине, пока она не станет ясной и отчетливой, а затем мысленно отнесись ко всему, что изображено на этой картине, как к собственности. Мысленно овладевай этим с полной верой в то, что это действительно твое. Придерживайся этого ментального владения, ни на мгновение не отказывайся от веры в то, что это реально. И помни, что было сказано в предыдущей главе о благодарности: будь благодарен за это все время настолько, насколько ты ожидаешь, когда это обретет форму. Человек, который может искренне благодарить Бога за то, что пока принадлежит ему только в воображении, обладает настоящей верой. Он разбогатеет, он станет причиной создания всего, чего захочет. Тебе не нужно постоянно молиться о том, чего ты хочешь. Нет необходимости говорить Богу об этом каждый день. Не повторяй понапрасну, как это делают язычники, сказал Иисус своим ученикам, ибо твой Отец знает, в чем ты нуждаешься, еще до того, как ты попросишь Его. Твоя задача состоит в том, чтобы разумно сформулировать свое желание того, что делает жизнь лучше, и объединить эти желания в единое целое, а затем запечатлеть все это желание в бесформенной субстанции, которая обладает силой. У меня есть желание дать тебе то, чего ты хочешь. Ты не создаешь такого впечатления, повторяя цепочки слов. Ты создаешь его, удерживая видение с непоколебимой целью достичь его, и с непоколебимой верой в то, что ты действительно достигнешь его. Ответ на молитву зависит не от твоей веры, когда ты говоришь, а от твоей веры, когда ты работаешь. Ты не можешь произвести впечатление на разум Бога, выделив особый субботний день, чтобы сказать Ему, чего ты хочешь, а затем забыв о нем на оставшуюся часть недели. Ты не сможешь произвести на Него впечатление, если у тебя будут особые часы, чтобы уединиться в своем туалете и помолиться. Если потом ты выбросишь этот вопрос из головы до тех пор, пока снова не наступит час молитвы. Устная молитва – это достаточно хорошо, и она оказывает свое воздействие, особенно на вас самих, проясняя ваше видение и укрепляя вашу веру. Но не ваши устные прошения дают вам то, чего вы хотите. Чтобы разбогатеть, тебе не нужен сладкий час молитвы, тебе нужно молиться непрестанно. И под молитвой я подразумеваю неуклонное следование своему видению с целью воплотить его в твердую форму и веру в то, что ты это делаешь. Верь, что ты их получишь. Все дело в получении, как только ты четко сформируешь свое видение. Когда ты сформулируешь это, хорошо бы сделать устное заявление, обратившись к Всевышнему в благоговейной молитве, и с этого момента ты должен мысленно получать то, о чем просишь. Живи в новом доме, носи красивую одежду, езди на автомобиле, отправляйся в путешествия и уверенно планируй большие путешествия. Думай и говори обо всех вещах, о которых ты просил, с точки зрения фактического владения ими в данный момент. Представь окружение и финансовое положение именно такими, какими ты хочешь их видеть, и живи все время в этом воображаемом окружении и финансовом положении. Однако имейте в виду, что вы делаете это не как простой мечтатель и строитель замков. Придерживайтесь веры в то, что воображаемое реализуется, и цели его реализации. Помни, что именно вера и целеустремленность в использовании воображения определяют разницу между ученым и мечтателем. И усвоив этот факт, именно здесь ты должен научиться правильно использовать свою волю. Глава 9. Как правильно использовать свою волю? Чтобы разбогатеть научным способом, не пытайся применить свою силу воли к чему-либо кроме себя. В любом случае у тебя нет на это права.
Неправильно навязывать свою волю другим мужчинам и женщинам, чтобы заставить их делать то, что ты хочешь. Принуждать людей силой мысли так же вопиюще неправильно, как и принуждать их физической силой. Если принуждение людей физической силой делать что-то для тебя превращает их в рабство, то принуждение их ментальными средствами приводит к точно такому же результату. Разница лишь в методах. Если отнимать вещи у людей физической силой – это грабеж, то то, что они отнимают вещи ментальной силой, тоже грабеж. Принципиальной разницы нет. Ты не имеешь права использовать свою силу воли против другого человека даже для его же блага, ибо ты не знаешь, что для его блага. Наука о том, как разбогатеть, не требует от тебя применения власти или принуждения к какому-либо другому человеку, каким бы то ни было образом. В этом нет ни малейшей необходимости. На самом деле, любая попытка использовать твою волю против других приведет только к разрушению твоей цели. Тебе не нужно применять свою волю к вещам, чтобы заставить их прийти к тебе. Это было бы просто попыткой принудить Бога, и было бы глупо и бесполезно, а также непочтительно. Тебе не нужно заставлять Бога даровать тебе что-то хорошее, так же, как тебе не нужно использовать свою силу воли, чтобы заставить солнце взойти. Тебе не нужно использовать свою силу воли, чтобы победить недружелюбное божество или заставить упрямые и мятежные силы выполнять твои приказы. Субстанция дружелюбна к тебе и больше стремится дать тебе то, что ты хочешь, чем получить это. Чтобы разбогатеть, тебе нужно всего лишь применить силу воли к самому себе. Когда ты знаешь, что думать и делать, тогда ты должен использовать свою волю, чтобы заставить себя думать и поступать правильно. Это и есть законное применение воли для достижения желаемого, использовать ее для того, чтобы придерживаться правильного курса. Используй свою волю, чтобы думать и действовать определенным образом. Не пытайся проецировать свою волю, свои мысли или разум в пространство, чтобы воздействовать на вещи или людей. Держи свой разум дома, там он может достичь большего, чем где-либо еще. Используй свой разум, чтобы сформировать мысленный образ того, чего ты хочешь, и удерживай это видение с верой и целеустремленностью. И используй свою волю, чтобы заставить свой разум работать в правильном направлении. Чем более устойчивы и постоянны ваша вера и целеустремленность, тем быстрее вы разбогатеете, потому что вы будете производить только положительное впечатление на окружающих. И вы не будете нейтрализовывать или нивелировать их негативными впечатлениями. Картина твоих желаний, воплощенная с верой и целеустремленностью, воспринимается бесформенным и распространяется на огромные расстояния, насколько я знаю, по всей Вселенной. По мере того, как это впечатление распространяется, все вещи начинают двигаться к его реализации. Каждое живое существо, каждая неодушевленная вещь и те, что еще не созданы, стремятся воплотить в жизнь то, чего ты хочешь. Вся сила начинает направляться в этом направлении, все предметы начинают двигаться к тебе. На умы людей повсюду оказывают влияние, побуждая их делать то, что необходимо для исполнения ваших желаний, и они работают на вас неосознанно. Но вы можете проверить все это, создав негативное впечатление в бесформенной субстанции. Сомнения или неверие также неизбежно приведут к отдалению от вас, как вера и целеустремленность к приближению к вам. Именно из-за непонимания этого большинство людей, пытающихся использовать науку разума для обогащения, терпят неудачу. Каждый час и мгновение, которые ты проводишь, уделяя внимание сомнениям и страхам, каждый час, который ты проводишь в беспокойстве, каждый час, когда твоей душой овладевает неверие, отводит от восток во всей области разумной субстанции. Все обетования даны тем, кто верит, и только им одним. Обрати внимание, как настойчиво Иисус настаивал на этой точке зрения, и теперь ты знаешь причину этого. Поскольку вера очень важна, тебе следует следить за своими мыслями. И поскольку твои убеждения в очень значительной степени будут формироваться под влиянием того, что ты наблюдаешь и о чем думаешь, важно, чтобы ты владел своим вниманием. И здесь в дело вступает воля, ибо именно своей волей ты определяешь, на каких вещах должно быть сосредоточено твое внимание. Если ты хочешь стать богатым, ты не должен изучать бедность. Вещи не создаются путем размышления об их противоположностях. Здоровье никогда нельзя достичь, изучая болезни и думая о них. Праведности нельзя достичь, изучая грех и думая о грехе. И никто никогда не разбогател, изучая бедность и думая о бедности.
Медицина как наука о болезнях привела к увеличению числа болезней, религия как наука о грехе способствовала распространению греха, а экономика как наука о бедности наполнит мир несчастьем и нуждой. Не говори о бедности, не исследуй ее и не заботься о ней. Неважно, каковы его причины, ты не имеешь к ним никакого отношения. Тебя волнует только лечение. Не трать свое время на благотворительную деятельность или благотворительные движения. Любая благотворительность ведет только к увековечиванию нищеты, которую она стремится искоренить. Я не говорю, что ты должен быть жестокосердным или недобрым и отказываться слышать крик нужды, но ты не должен пытаться искоренить бедность каким-либо из общепринятых способов. Оставь бедность позади и все, что с ней связано, и делай добро. Разбогатей – это лучший способ помочь бедным. И ты не сможешь удержать в уме образ, который должен сделать тебя богатым, если будешь заполнять свой разум картинами бедности. Не читай книг или газет, в которых подробно рассказывается о нищете обитателей многоквартирных домов, об ужасах детского труда и так далее. Не читай ничего, что наполняет твой разум мрачными образами нужды и страданий. Ты ни в малейшей степени не сможешь помочь бедным, зная об этих вещах, а широко распространенные знания о них вовсе не способствуют искоренению бедности. То, что способствует искоренению бедности, это не создание в твоем сознании картин бедности, а создание в твоем сознании картин богатства. Умы бедняков. Ты не бросаешь бедных в их страданиях, когда отказываешься позволять своему разуму заполняться картинами этого страдания. С бедностью можно покончить, не увеличивая число состоятельных людей, которые думают о бедности, а увеличивая число бедных людей, которые ставят перед собой цель, с верой можно разбогатеть. Бедные не нуждаются в благотворительности, им нужно вдохновение. Благотворительность всего лишь посылает им буханку хлеба, чтобы они не умирали в своей нищете, или дает им развлечения, чтобы они могли забыться на час или два. Но вдохновение заставит их подняться над своими страданиями. Если ты хочешь помочь бедным, продемонстрируй им, что они могут стать богатыми, докажи это, разбогатев сам. Единственный способ навсегда изгнать бедность из этого мира – это привлечь большое и постоянно растущее число людей к практике учений, изложенных в этой книге. Людей нужно учить тому, как становиться богатыми за счет созидания, а не за счет конкуренции. Каждый человек, разбогатевший благодаря конкуренции, отбрасывает за собой лестницу, по которой он поднимается, и удерживает других внизу. Но каждый человек, разбогатевший благодаря созиданию, открывает путь тысячам людей последовать за ним и вдохновляет их на это. Ты не проявляешь жестокосердия или бесчувственности, когда отказываешься жалеть бедность, видеть бедность, читать о ней, думать или говорить о ней, или слушать тех, кто действительно говорит о ней. Используй силу воли, чтобы не думать о бедности, и сосредоточься с верой и целеустремленностью на видении того, чего ты хочешь. Глава 10. Дальнейшее использование завещания. Вы не сможете сохранить истинное и ясное представление о богатстве, если будете постоянно обращать внимание на противоположные картины, будь то внешние или воображаемые. Не рассказывай о своих прошлых неприятностях финансового характера, если они у тебя были, вообще не думай о них. Не рассказывай о бедности своих родителей или трудностях своего детства. Делать что-либо из этого значит мысленно причислять себя к бедным на какое-то время. И это, безусловно, остановит развитие событий в твоем направлении. Позволь мертвым хоронить своих мертвецов, как сказал Иисус. Оставь бедность и все, что с ней связано в прошлом. Ты принял определенную теорию Вселенной как правильную и возлагаешь все свои надежды на счастье, на то, что она верна, и чего ты можешь добиться, прислушиваясь к противоречивым теориям. Не читай религиозных книг, в которых говорится, что скоро наступит конец света. И не читай сочинений разгребателей грязи и философов-пессимистов, которые говорят тебе, что все катится к дьяволу. Мир катится не к дьяволу, а к Богу. Это чудесное превращение. Верно, в существующих условиях может быть очень много неприятных вещей, но какой смысл изучать их, когда они, несомненно, уходят? И когда изучение их направлено только на то, чтобы остановить их уход и сохранить их с нами? Зачем уделять время и внимание вещам, которые устраняются эволюционным ростом? Если ускорить их устранение можно, только способствуя эволюционному росту, насколько это возможно с вашей стороны.
Какими бы ужасными на первый взгляд ни казались условия в определенных странах, районах или местах, вы напрасно тратите свое время и лишаете себя шансов, думая о них. Вы должны быть заинтересованы в том, чтобы мир стал богаче. Подумай о богатстве, к которому приходит мир, а не о бедности, из которой он вырастает, и имей в виду, что единственный способ, которым ты можешь помочь миру разбогатеть, это разбогатеть самому с помощью творческого метода, а не с помощью. Я люблю соревноваться. Полностью сосредоточь свое внимание на богатстве, игнорируй бедность. Всякий раз, когда ты думаешь или говоришь о тех, кто беден, думай и говори о них как о тех, кто становится богатым, как о тех, кого следует скорее поздравлять, чем жалеть. Тогда и они, и другие поймают вдохновение и начнут искать выход. Из того, что я говорю, что ты должен отдавать все свое время, разум и помыслы богатству, не следует, что ты должен быть грязным или скупым. Стать по-настоящему богатым – это самая благородная цель, которая может быть у тебя в жизни, потому что она включает в себя все остальное. В плане конкуренции борьба за обогащение – это безбожная борьба за власть над другими людьми, но когда мы начинаем мыслить творчески, все меняется. Все, что возможно на пути к величию и раскрытию души, к служению и благородным устремлениям, достигается путем обогащения. Все становится возможным благодаря использованию вещей. Если тебе не хватает физического здоровья, то ты поймешь, что его достижение зависит от того, разбогатеешь ли ты. Только те, кто избавлен от финансовых забот и у кого есть средства вести беззаботный образ жизни и соблюдать правила гигиены, могут иметь и сохранять здоровье. Моральное и духовное величие возможно только для тех, кто стоит выше конкурентной борьбы за существование, и только те, кто становится богатым на уровне творческой мысли, свободны от унизительного влияния конкуренции. Если твое сердце стремится к семейному счастью, помни, что любовь лучше всего расцветает там, где есть утонченность, высокий уровень мышления и свобода от развращающих влияний. А все это можно найти только там, где богатство достигается с помощью. Упражняйте творческую мысль без борьбы и соперничества. Я повторяю, ты не можешь стремиться ни к чему столь великому или благородному, как стать богатым, и ты должен сосредоточить свое внимание на своем мысленном образе богатства, исключая все, что может затуманить или затемнить это видение. Ты должен научиться видеть глубинную истину во всех вещах. Ты должен видеть за всеми кажущимися неправильными условиями великую единую жизнь, постоянно движущуюся вперед к более полному самовыражению и более полному счастью. Это правда, что такой вещи, как бедность, не существует, что есть только богатство. Некоторые люди остаются в бедности, потому что они не знают о том факте, что для них существует богатство. И лучше всего научить их этому, показав им путь к богатству лично и на практике. Другие бедны, потому что, хотя они и чувствуют, что выход есть, они слишком интеллектуально ленивы, чтобы приложить умственные усилия, необходимые для того, чтобы найти этот путь и пройти по нему. И для них самое лучшее, что вы можете сделать, это пробудить их интерес. Прояви желание, показав им счастье, которое приходит от того, что ты по праву богат. Другие все еще бедны, потому что, хотя у них и есть некоторое представление о науке, они настолько запутались в лабиринте метафизических и оккультных теорий, что не знают, какой дорогой идти. Они пробуют разные системы и терпят неудачу во всех. Для этого, опять же, самое лучшее, что можно сделать, это показать правильный путь лично и на практике. Унция практических действий стоит фунта теоретизирования. Самое лучшее, что ты можешь сделать для всего мира, это максимально использовать себя. Ты не можешь служить Богу и людям более эффективным способом, чем разбогатеть. То есть, если ты разбогатеешь творческим методом, а не соревновательным. Вот еще что. Мы утверждаем, что в этой книге подробно изложены принципы науки о том, как разбогатеть, и если это правда, то вам не нужно читать никаких других книг на эту тему. Это может показаться узким и эгоистичным, но подумайте, в математике нет более научного метода вычислений, чем сложение, вычитание, умножение и деление. Никакой другой метод невозможен. Между двумя точками может быть только одно кратчайшее расстояние. Есть только один способ мыслить научно, и это мыслить таким образом, который ведет к цели самым прямым и простым путем. Ни один человек еще не сформулировал более краткую или менее сложную систему, чем та, что изложена здесь. Она была лишена всего несущественного.
Когда ты начнешь заниматься этим, отложи все остальные в сторону, полностью выкинь их из головы. Читай эту книгу каждый день, носи ее с собой, заучивай наизусть и не думай о других системах и теориях. Если ты это сделаешь, у тебя начнутся сомнения, ты станешь неуверенным и колеблющимся в своих мыслях, и тогда ты начнешь терпеть неудачи. После того, как ты добьешься успеха и станешь богатым, ты можешь изучать другие системы столько, сколько тебе заблагорассудится, но пока ты не будешь полностью уверен, что достиг желаемого. Не читай ничего, кроме этой книги, если только это не авторы, упомянутые в предисловии. И читай только самые оптимистичные комментарии к мировым новостям, те, которые гармонируют с твоей картиной. Также отложи свои исследования в области оккультизма. Не увлекайся теософией, спиритизмом или подобными науками. Очень вероятно, что мертвые все еще живы и находятся где-то рядом, но если это так, оставь их в покое, занимайся своим делом. Где бы ни находились духи умерших, у них есть своя работа, которую нужно выполнять, и свои проблемы, которые нужно решать, и мы не имеем права вмешиваться в них. Мы не можем им помочь, и очень сомнительно, смогут ли они помочь нам, и имеем ли мы на это какое-либо право. Воспользуйтесь их временем, если сможете. Оставь в покое мертвых и загробную жизнь и реши свою собственную проблему, разбогатей. Если ты начнешь связываться с оккультизмом, у тебя возникнут перекрестные ментальные течения, которые, несомненно, приведут твои надежды к крушению. Итак, это и предыдущие главы подвели нас к следующему изложению основных фактов. Существует мыслящая материя, из которой сделано все сущее, и которая в своем первоначальном состоянии проникает, пронизывает и заполняет промежутки времени. Это Вселенная. Мысль, заключенная в этой субстанции, создает то, что изображается этой мыслью. Человек может формировать предметы в своей мысли и, воздействуя своей мыслью на бесформенную субстанцию, может вызвать создание того, о чем он думает. Чтобы добиться этого, человек должен перейти от соревновательного мышления к творческому. Он должен сформировать четкую ментальную картину того, чего он хочет, и удерживать эту картину в своих мыслях с твердой целью получить то, что он хочет, и непоколебимой. Нужно верить в то, что он действительно получит желаемое, закрывая свой разум от всего, что может поколебать его цель, затуманить его видение или ослабить его веру. И в дополнение ко всему этому мы сейчас увидим, что он должен жить и действовать определенным образом. Глава 11. Действуй определенным образом. Мысль – это творческая сила или движущая сила, которая заставляет творческую силу действовать. Мышление определенным образом принесет вам богатство. Но вы не должны полагаться только на мысль, не обращая внимания на личные действия. Это и есть та скала, о которую разбиваются многие мыслители метафизики, в остальном придерживающиеся научных взглядов, неспособность связать мысль с личными действиями. Мы еще не достигли той стадии развития, даже если предположить, что такая стадия возможна, на которой человек может творить непосредственно из бесформенной субстанции без участия природных процессов или работы человеческих рук. Человек должен не только мыслить, но и его личные действия должны дополнять его мысли. Силой мысли ты можешь заставить золото в недрах гор устремиться к тебе, но оно не будет добывать само себя, очищать, чеканить из себя двуглавых орлов и катиться по дорогам в поисках своего пути в. Вот твой карман. Под влиянием движущей силы высшего духа дела людей будут упорядочены таким образом, что кто-то будет вынужден добывать золото для тебя. Деловые операции других людей будут направлены таким образом, что золото будет доставлено к тебе, и ты должен так организовать свои деловые отношения, чтобы иметь возможность получать деньги, когда они придут к тебе. Твоя мысль заставляет все предметы, одушевленные и неодушевленные, работать, чтобы принести тебе то, что ты хочешь. Но твоя личная активность должна быть такой, чтобы ты мог по праву получить желаемое, когда оно достигнет тебя. Ты не должен принимать это как милостыню или красть. Ты должен давать каждому человеку больше потребительной стоимости, чем он дает тебе в денежном выражении. Научное использование мышления состоит в формировании ясного и отчетливого мысленного образа того, чего вы хотите, в твердом следовании цели получить желаемое, и в осознании с благодарной верой, что вы действительно получаете желаемое. Не пытайся спроецировать свою мысль каким-либо таинственным или оккультным образом, надеясь, что она выйдет наружу и сделает что-то за тебя. Это напрасное усилие и ослабит твою способность мыслить здраво.
Действие мысли при обретении богатства полностью объяснено в предыдущих главах. Ваша вера и целеустремленность положительно влияют на ваше видение бесформенной субстанции, у которой такое же стремление к большей жизни, как и у вас, и это видение. Информация, полученная от тебя, приводит в действие все творческие силы в их обычных каналах действия, но направлена она на тебя. В твои обязанности не входит руководить творческим процессом или контролировать его. Все, что от тебя требуется, это сохранять свое видение, придерживаться своей цели и сохранять веру и благодарность. Но ты должен действовать определенным образом, чтобы ты мог присвоить то, что принадлежит тебе, когда это приходит к тебе, чтобы ты мог встретить вещи, которые есть у тебя на картинке, и расставить их по своим местам по мере их поступления. Ты действительно видишь, что это правда. Когда вещи дойдут до тебя, они окажутся в руках других людей, которые потребуют за них равноценную цену. И ты можешь получить то, что принадлежит тебе, только отдав другому человеку то, что принадлежит ему. Твоя записная книжка не превратится в кошелек Фортуната, который всегда будет полон денег без каких-либо усилий с твоей стороны. Это ключевой момент в науке о том, как разбогатеть. Именно здесь должны сочетаться мышление и личные действия. Есть очень много людей, которые сознательно или бессознательно приводят в действие созидательные силы силой и настойчивостью своих желаний, но которые остаются бедными, потому что не обеспечивают получение того, чего они хотят, когда захотят. Оно приближается. С помощью мысли к тебе приходит то, чего ты хочешь. С помощью действия ты получаешь это. Каким бы ни было твое действие, очевидно, что ты должен действовать сейчас. Ты не можешь действовать в прошлом, и для ясности твоего ментального видения очень важно, чтобы ты выбросил прошлое из головы. Ты не можешь действовать в будущем, потому что будущее еще не наступило. И ты не можешь сказать, как ты захочешь действовать в любой непредвиденной ситуации в будущем, пока эта непредвиденная ситуация не наступит. Из-за того, что ты сейчас занимаешься неподходящим бизнесом или не находишься в подходящей среде. Не думай, что ты должен откладывать действия до тех пор, пока не попадешь в подходящий бизнес или среду. И не тратьте время в настоящем на размышления о том, как лучше поступить в возможных будущих чрезвычайных ситуациях. Верьте в свою способность справиться с любой чрезвычайной ситуацией, когда она возникнет. Если ты действуешь в настоящем, думая о будущем, то твои нынешние действия будут совершаться с раздвоенным сознанием и не будут эффективными. Вложи весь свой разум в настоящее действие. Не вкладывай свой творческий импульс в оригинальную субстанцию, а затем садись и жди результатов. Если ты это сделаешь, то никогда их не получишь. Действуй сейчас. Никогда не бывает другого времени, кроме как сейчас, и никогда не будет другого времени, кроме как сейчас. Если ты хочешь когда-нибудь начать готовиться к получению того, чего хочешь, ты должен начать прямо сейчас. И твои действия, какими бы они ни были, скорее всего, должны быть связаны с твоим нынешним бизнесом или работой, и должны быть направлены на людей и предметы в твоем нынешнем окружении. Ты не можешь действовать там, где тебя нет. Ты не можешь действовать там, где ты был, и ты не можешь действовать там, где ты будешь. Ты можешь действовать только там, где ты есть. Не беспокойся о том, была ли вчерашняя работа выполнена хорошо или плохо. Выполняй сегодняшнюю работу хорошо. Не пытайся делать завтрашнюю работу сейчас. У тебя будет достаточно времени, чтобы сделать это, когда ты приступишь к ней. Не пытайся оккультными или мистическими средствами воздействовать на людей или предметы, которые находятся вне твоей досягаемости. Не жди изменения обстановки, прежде чем начать действовать. Добивайся изменения обстановки действием. Ты можешь воздействовать на обстановку, в которой ты сейчас находишься, таким образом, чтобы переместить себя в лучшую среду. С верой и целеустремленностью придерживайся видения себя в лучшей среде, но воздействуй на свое нынешнее окружение всем своим сердцем и со всей своей силой и всем своим умом. Не трать время на мечтание наяву или строительство замка. Придерживайся одного видения того, чего ты хочешь, и действуй сейчас. Не бросайся на поиски чего-то нового или какого-то странного, необычного или примечательного действия, которое можно совершить в качестве первого шага на пути к богатству. Вполне вероятно, что твои действия, по крайней мере на какое-то время вперед, будут такими же, как те, которые ты совершал в прошлом. Но сейчас ты должен начать совершать эти действия определенным образом, что, несомненно, сделает тебя богатым.
Если ты занимаешься каким-то бизнесом и чувствуешь, что он тебе не подходит, не жди, пока ты займешься правильным бизнесом, прежде чем начинать действовать. Не впадай в уныние, не садись и не сокрушайся из-за того, что ты не на своем месте. Ни один человек никогда не был настолько не на своем месте, чтобы не найти нужного места. И ни один человек никогда не был настолько вовлечен в неправильный бизнес, чтобы не попасть в правильный бизнес. Придерживайся видения себя в правильном бизнесе, с целью попасть в него и верой в то, что ты попадешь в него и уже попадаешь в него, но действуй в своем нынешнем бизнесе. Используй свой нынешний бизнес как средство для того, чтобы стать лучше, и используй свое нынешнее окружение как средство для того, чтобы стать лучше. Твое видение правильного бизнеса, если ты придерживаешься его с верой и целеустремленностью, заставит Всевышнего направить к тебе правильный бизнес. А твои действия, если они совершаются определенным образом, заставят тебя двигаться к этому бизнесу. Если ты наемный работник или получаешь зарплату и чувствуешь, что должен сменить место работы, чтобы получить желаемое, не проецируй свои мысли в пространство и не полагайся на них, чтобы получить другую работу. Скорее всего, у него ничего не получится. Придерживайся видения себя на той работе, которую ты хочешь, действуя с верой и целеустремленностью на той работе, которая у тебя есть, и ты обязательно получишь желаемую работу. Твое видение и вера приведут в движение созидательную силу, которая направит ее к тебе, а твои действия приведут к тому, что силы в твоем собственном окружении приведут тебя туда, куда ты хочешь. Завершая эту главу, мы добавим к нашей программе еще одно утверждение. Существует мыслящая материя, из которой состоит все сущее, и которая в своем первоначальном состоянии пронизывает и заполняет все пространства Вселенной. Мысль, заключенная в этой субстанции, создает то, что изображается этой мыслью. Человек может формировать предметы в своей мысли и, воздействуя своей мыслью на бесформенную субстанцию, может вызвать создание того, о чем он думает. Чтобы добиться этого, человек должен перейти от соревновательного мышления к творческому. Он должен сформировать четкую ментальную картину того, чего он хочет, и удерживать эту картину в своих мыслях с твердой целью получить то, что он хочет, и непоколебимой. Нужно верить в то, что он действительно получит то, чего хочет, закрывая свой разум от всего, что может поколебать его цель, затуманить его видение или ослабить его веру. Чтобы он мог получить желаемое, когда оно придет, человек должен действовать сейчас, воздействуя на людей и вещи в своем нынешнем окружении. Глава 12. Эффективные действия. Ты должен использовать свои мысли так, как указано в предыдущих главах, и начать делать то, что ты можешь делать там, где ты есть. И ты должен делать все, что ты можешь делать там, где ты есть. Ты можешь продвинуться вперед только если будешь больше своего нынешнего места, и ни один человек не будет больше своего нынешнего места, если оставит незавершенной какую-либо работу, относящуюся к этому месту. Мир развивается только благодаря тем, кто более чем достойно занимает свое нынешнее место. Если ни один человек не занял полностью свое нынешнее место, то ты можешь видеть, что во всем должен быть откат назад. Те, кто не вполне соответствует своему нынешнему положению, ложатся мертвым грузом на общество, правительство, торговлю и промышленность. Их должны поддерживать другие, что требует больших затрат. Прогресс в мире тормозится только теми, кто не занимает тех мест, которые они занимают. Они принадлежат к прошлой эпохе и более низкой ступени или плану жизни, и их тенденция к вырождению. Ни одно общество не смогло бы продвинуться вперед, если бы каждый человек был меньше своего места. Социальная эволюция управляется законом физической и ментальной эволюции. В животном мире эволюция вызвана избытком жизни. Когда в организме больше жизни, чем может быть выражено в функциях его собственного плана, у него развиваются органы более высокого плана, и возникает новый вид. Никогда бы не появились новые виды, если бы не было организмов, которые с лихвой заняли их место. Закон для тебя точно такой же. Твое обогащение зависит от того, применяешь ли ты этот принцип к своим собственным делам. Каждый день – это либо удачный день, либо день неудачи, и именно удачные дни дают тебе то, чего ты хочешь. Если каждый день ты терпишь неудачу, ты никогда не сможешь разбогатеть, в то время как если каждый день приносит успех, ты не можешь не разбогатеть. Если есть что-то, что можно сделать сегодня, и ты этого не делаешь, значит ты потерпел неудачу в том, что касается этого дела. И последствия могут быть более катастрофическими, чем ты себе представляешь. Ты не можешь предвидеть результаты даже самого тривиального поступка. Ты не знаешь, как работают все силы, которые были приведены в движение ради тебя. Многое может зависеть от того, совершишь ли ты какое-нибудь простое действие. Возможно, именно это и откроет дверь к очень большим возможностям.
Ты никогда не сможешь предугадать все комбинации, которые высший разум создает для тебя в мире вещей и дел. Твое пренебрежение или неспособность сделать какую-то мелочь могут привести к длительной задержке в получении желаемого. Делай каждый день все, что можно сделать в этот день. Однако есть одно ограничение или оговорка из вышеперечисленного, которые ты должен принять во внимание. Ты не должен переутомляться и слепо бросаться в свое дело, стремясь сделать как можно больше вещей за как можно более короткое время. Ты не должен пытаться сделать завтрашнюю работу сегодня или выполнить недельную работу за один день. На самом деле важно не количество дел, которые ты делаешь, а эффективность каждого отдельного действия. Каждое действие само по себе является либо успехом, либо неудачей. Каждое действие само по себе либо эффективно, либо неэффективно. Каждое неэффективное действие – это неудача, и если ты тратишь свою жизнь на совершение неэффективных действий, то вся твоя жизнь будет неудачной. Чем больше ты делаешь, тем хуже для тебя, если все твои действия неэффективны. С другой стороны, каждое эффективное действие само по себе является успехом, и если каждое действие в вашей жизни является эффективным, то вся ваша жизнь должна быть успешной. Причина неудач в том, что вы делаете слишком много вещей неэффективно и недостаточно эффективно. Вы увидите, что это самоочевидное утверждение, что если вы не совершаете никаких неэффективных действий, и если вы совершаете достаточное количество эффективных действий, то вы добьетесь успеха. Стань богатым. Если сейчас у тебя есть возможность сделать каждое действие эффективным, то ты снова увидишь, что получение богатства сводится к точной науке, такой как математика. Тогда вопрос сводится к вопросу о том, можешь ли ты сделать каждое отдельное действие успешным само по себе. И это ты, безусловно, можешь сделать. Ты можешь добиться успеха в каждом своем действии, потому что вся сила работает с тобой, и вся сила не может потерпеть неудачу. Сила к твоим услугам, и чтобы сделать каждое действие эффективным, тебе нужно только вложить в него силу. Каждое действие является либо сильным, либо слабым, и когда каждое из них является сильным, вы действуете определенным образом, который сделает вас богатым. Каждое действие можно сделать сильным и эффективным, придерживаясь своего видения, пока вы его совершаете, и вкладывая в него всю силу своей веры и целеустремленности. Именно на этом этапе терпят неудачу люди, которые отделяют ментальную силу от личных действий. Они используют силу разума в одном месте и в одно время, а действуют в другом месте и в другое время. Значит, их действия сами по себе не приносят успеха, слишком многие из них неэффективны. Но если вся сила будет вложена в каждое действие, каким бы банальным оно ни было, то каждое действие само по себе будет успешным. И поскольку в природе вещей каждый успех открывает путь к другим успехам, вашему продвижению к тому, чего вы хотите, и продвижение к тому, чего ты хочешь, будет становиться все более быстрым. Помни, что успешные действия накапливают свои результаты. Поскольку стремление к большей жизни присуще всем вещам, когда человек начинает двигаться к большей жизни, к нему присоединяется все больше вещей, и влияние его желания умножается. Каждый день делай все, что в твоих силах в этот день, и выполняй каждое действие эффективно. Говоря, что ты должен удерживать свое видение во время выполнения каждого действия, каким бы тривиальным или обыденным оно ни было, я не имею в виду, что необходимо всегда видеть видение отчетливо до мельчайших деталей. В часы досуга тебе следует использовать свое воображение, чтобы представить детали своего видения и размышлять над ними до тех пор, пока они не запечатлеются в твоей памяти. Если ты хочешь добиться быстрых результатов, посвящай этой практике практически все свое свободное время. Путем постоянного созерцания ты получишь картину того, чего хочешь, вплоть до мельчайших деталей, настолько прочно закрепленную в твоем сознании и настолько полностью перенесенную в сознание бесформенной субстанции, что в процессе твоей работы вам понадобится всего лишь часы. Мысленно обратись к этой картине, чтобы укрепить свою веру и целеустремленность и приложить максимум усилий. Созерцай свою картину в часы досуга до тех пор, пока твое сознание не наполнится ею настолько, что ты сможешь ухватить ее мгновенно. Ты придешь в такой восторг от ее ярких обещаний, что одна только мысль о ней пробудит сильнейшие энергии всего твоего существа. Давай еще раз повторим нашу программу и, слегка изменив заключительные фразы, доведем ее до точки, к которой мы сейчас подошли. Существует мыслящая материя, из которой состоит все сущее, и которая в своем первоначальном состоянии пронизывает и заполняет все пространства Вселенной. Мысль в этой субстанции создает то, что изображается мыслью.
Человек может формировать предметы в своей мысли и, воздействуя своей мыслью на бесформенную субстанцию, может вызвать создание того, о чем он думает. Для того, чтобы добиться этого, человек должен перейти от соревновательного мышления к творческому. Он должен сформировать ясную мысленную картину того, чего он хочет. И делать с верой и целеустремленностью все, что можно сделать каждый день, выполняя каждое отдельное действие в индивидуальном порядке. У тебя очень эффективные манеры. Глава 13. Ты начинаешь заниматься правильным бизнесом. Успех в любом конкретном бизнесе зависит прежде всего от того, обладаешь ли ты в достаточно развитом состоянии способностями, необходимыми для этого бизнеса. Без хороших музыкальных способностей никто не сможет преуспеть в качестве преподавателя музыки. Без хорошо развитых механических способностей никто не сможет добиться больших успехов ни в одной из механических профессий. Без такта и коммерческих способностей никто не сможет. Добейся успеха в коммерческой деятельности. Но наличие в хорошо развитом состоянии способностей, необходимых для твоей конкретной профессии, еще не гарантирует, что ты разбогатеешь. Есть музыканты, которые обладают замечательным талантом, но все же остаются бедными. Есть кузнецы, плотники и так далее, которые обладают отличными механическими способностями, но не становятся богатыми, и есть торговцы, обладающие хорошими способностями к торговле, с мужчинами, которые тем не менее терпят неудачу. Различные способности – это инструменты. Важно иметь хорошие инструменты, но также важно, чтобы эти инструменты использовались правильным образом. Один человек может взять острую пилу, угольник, хороший рубанок и так далее и соорудить красивый предмет мебели. Другой человек может взять те же инструменты и взяться за работу, чтобы воспроизвести изделие, но его производство будет неудачным. Он не знает, как успешно использовать хорошие инструменты. Различные способности твоего ума – это инструменты, с помощью которых ты должен выполнять работу, которая должна сделать тебя богатым. Тебе будет легче добиться успеха, если ты займешься бизнесом, для которого у тебя хорошо развиты ментальные инструменты. Вообще говоря, ты добьешься наилучших результатов в том бизнесе, в котором будут задействованы твои самые сильные способности, в том, для которого ты от природы лучше всего приспособлен. Но у этого утверждения также есть свои ограничения. Ни один мужчина не должен считать, что его призвание бесповоротно определяется склонностями, с которыми он родился. Ты можешь разбогатеть в любом бизнесе, потому что, если у тебя нет подходящего таланта для этого, ты можешь развить этот талант. Это просто означает, что тебе придется создавать свои инструменты по ходу дела, вместо того, чтобы ограничиваться использованием тех, с которыми ты можешь работать. Ты появился на свет. Тебе будет легче преуспеть в профессии, для которой у тебя уже есть таланты в хорошо развитом состоянии. Но ты можешь преуспеть в любой профессии, потому что ты можешь развить любой рудиментарный талант, и нет такого таланта, которым бы ты обладал. По крайней мере, это не самый зачаток. Тебе будет легче всего разбогатеть, приложив максимум усилий, если ты будешь делать то, для чего ты лучше всего приспособлен. Но ты разбогатеешь наиболее удовлетворительно, если будешь делать то, что хочешь делать. Делать то, что ты хочешь – это жизнь. И в жизни нет настоящего удовлетворения, если мы вынуждены вечно делать то, что нам не нравится, и никогда не сможем делать то, что хотим. И совершенно очевидно, что ты можешь делать то, что хочешь. Желание сделать это является доказательством того, что внутри тебя есть сила, которая может это сделать. Желание – это проявление силы. Желание играть музыку – это сила, которая может воспроизводить музыку, стремящуюся к самовыражению и развитию. Желание изобретать механические устройства – это талант механика, стремящийся к самовыражению и развитию. Там, где нет силы, развитой или неразвитой, чтобы что-то сделать, никогда не возникает никакого желания это делать. И там, где есть сильное желание что-то сделать, это является несомненным доказательством того, что сила для этого сильна, и ее нужно только развить и применяется правильным образом. При прочих равных условиях лучше всего выбрать бизнес, для которого у тебя наиболее развит талант. Но если у тебя есть сильное желание заниматься каким-либо конкретным направлением работы, тебе следует выбрать именно эту работу в качестве конечной цели, к которой ты стремишься. Ты хорошо прицеливаешься. Ты можешь делать то, что хочешь, и это твое право и привилегия заниматься тем бизнесом или профессией, которые будут тебе наиболее близки по духу и приятны. Ты не обязан делать то, что тебе не нравится, и не должен делать этого иначе, как для того, чтобы привести себя к делать то, что ты хочешь делать. Если в прошлом были допущены ошибки, последствия которых привели к тому, что вы оказались в нежелательном бизнесе или окружении, вы можете быть вынуждены в течение некоторого времени делать то, что вам не нравится, но вы можете сделать это приятным, зная, что это не так. Я помогаю тебе прийти к тому, что ты хочешь делать. Если ты чувствуешь, что у тебя не то призвание, не действуй слишком поспешно, пытаясь найти другое.
Как правило, лучший способ изменить бизнес или окружающую среду – это расти. Не бойся совершить внезапные и радикальные перемены, если представится такая возможность, и после тщательного обдумывания ты почувствуешь, что это подходящая возможность. Но никогда не предпринимай внезапных или радикальных действий, если сомневаешься в их мудрости. Я не собираюсь этого делать. На творческом плане никогда нет никакой спешки и нет недостатка в возможностях. Когда ты перестанешь думать о соперничестве, ты поймешь, что тебе никогда не нужно действовать поспешно. Никто другой не сможет опередить тебя в том, что ты хочешь сделать. Этого хватит на всех. Если одно место будет занято, то чуть дальше для тебя откроется другое, получше. У нас еще много времени. Если ты сомневаешься, подожди. Возвращайся к созерцанию своего видения и укрепляй свою веру и целеустремленность. И во что бы то ни стало, во времена сомнений и нерешительности, развивай благодарность. День или два, проведенные в созерцании видения того, чего ты хочешь, и в искренней благодарности за то, что ты это получаешь, принесут ваш разум вступит в такие тесные отношения со Всевышним, что вы не совершите никакой ошибки, когда будете действовать. Есть разум, который знает все, что нужно знать, и ты можешь прийти к тесному единству с этим разумом благодаря вере и цели продвигаться по жизни. Если у тебя есть глубокая благодарность, ошибки возникают из-за поспешных действий, или из-за страха, или из-за сомнений, или из-за забвения правильного мотива, который приносит больше жизни всем и меньше никому. По мере того, как ты будешь идти определенным путем, возможности будут открываться перед тобой во все большем количестве. И тебе нужно будет быть очень устойчивым в своей вере и целеустремленности и поддерживать тесную связь со всеобщим разумом посредством благоговейной благодарности. Каждый день делай все, что в твоих силах, безупречно, но делай это без спешки, беспокойства или страха. Двигайся так быстро, как только можешь, но никогда не торопись. Помни, что в тот момент, когда ты начинаешь торопиться, ты перестаешь быть творцом и становишься конкурентом, ты снова возвращаешься на прежний уровень. Всякий раз, когда ты замечаешь, что спешишь, остановись, сосредоточь свое внимание на мысленном образе того, чего ты хочешь, и начинай благодарить за то, что ты это получаешь. Упражнение в благодарности всегда укрепит твою веру и обновит твою цель. Глава 14. Впечатление от этого усиливается. Независимо от того, изменишь ты свое призвание или нет, твои действия в настоящее время должны быть связаны с бизнесом, которым ты сейчас занимаешься. Ты можешь попасть в бизнес, который хочешь, конструктивно используя бизнес, в котором ты уже зарекомендовал себя, выполняя свою повседневную работу определенным образом. И поскольку твой бизнес заключается в общении с другими людьми, будь то лично или по переписке, ключевая мысль всего твоего усилия должны быть направлены на то, чтобы донести до их сознания впечатление роста. Рост – это то, к чему стремятся все мужчины и все женщины. Это побуждение бесформенного разума внутри них, стремящегося к более полному выражению. Стремление к росту присуще всей природе. Это фундаментальный импульс Вселенной. Вся человеческая деятельность основана на стремлении к росту. Люди стремятся получить больше пищи, больше одежды, лучшее жилье, больше роскоши, больше красоты, больше знаний, больше удовольствий, увеличить что-то, продлить жизнь. Каждое живое существо испытывает потребность в постоянном развитии. Там, где прекращается рост жизни, сразу же наступает разложение и смерть. Человек инстинктивно знает это, и поэтому он всегда стремится к большему. Этот закон постоянного приумножения изложен Иисусом в притче о талантах. Только те, кто получает больше, сохраняют что-либо. У того, кто не имеет, отнимется даже то, что он имеет. Обычное стремление к увеличению богатства не является злом или чем-то предосудительным. Это просто желание более богатой жизни, это устремление. И поскольку это глубочайший инстинкт их натуры, всех мужчин и женщин привлекает тот, кто может дать им больше средств к существованию. Жизнь. Следуя определенному пути, описанному на предыдущих страницах, вы получаете постоянный прирост для себя и даете это всем, с кем ты имеешь дело. Ты являешься творческим центром, из которого исходит рост для всех. Будь уверен в этом и передай уверенность в этом каждому мужчине, женщине и ребенку, с которыми ты вступаешь в контакт. Какой бы незначительной ни была сделка, даже если это всего лишь продажа леденца маленькому ребенку, вложи в нее мысль об увеличении. И убедитесь, что эта мысль произвела впечатление на клиента.
Всем, что ты делаешь, создавай впечатление продвижения вперед, чтобы у всех людей сложилось впечатление, что ты продвинутый человек, и что ты продвигаешь вперед всех, кто имеет с тобой дело. Даже тем людям, с которыми ты общаешься в неформальной обстановке, не думая о бизнесе, и которым ты не пытаешься ничего продать, внушай мысль о повышении. Ты можешь передать это впечатление, сохраняя непоколебимую веру в то, что ты сам стоишь на пути к росту, и позволяя этой вере вдохновлять, наполнять и пронизывать каждое действие. Делай все, что ты делаешь, с твердым убеждением, что ты развивающаяся личность и что ты отдаешь продвижение по службе для всех. Почувствуй, что ты становишься богатым, и что, поступая так, ты делаешь богатыми других и даруешь преимущество всем. Не хвастайся своими успехами и не говори об этом без необходимости. Истинная вера никогда не бывает хвастливой. Где бы ты ни встретил хвастливого человека, ты всегда найдешь того, кто втайне сомневается и боится. Просто почувствуй веру и позволь ей проявляться в каждой сделке. Пусть каждое действие, тон и взгляд выражают спокойную уверенность в том, что ты становишься богатым, что ты уже богат. Слова не понадобятся, чтобы передать это чувство другим. Они почувствуют прилив сил в твоем присутствии, и их снова потянет к тебе. Ты должен произвести такое впечатление на других, чтобы они почувствовали, что, общаясь с тобой, они получат выгоду для себя. Смотри, чтобы твоя полезная ценность была больше, чем та, которую ты получаешь от них в денежном выражении. Искренне гордись тем, что делаешь это, и пусть все об этом знают, и у тебя не будет недостатка в клиентах. Люди пойдут туда, где им будет дано приумножение, и Всевышний, который желает приумножения во всем и который знает все, направит к вам мужчин и женщин, которые никогда о вас не слышали. Ваш бизнес будет быстро развиваться, и вы будете удивлены неожиданными выгодами, которые вы получите. Вы сможете изо дня в день заключать более крупные сделки, получать все большие преимущества и, если захотите, перейти к более подходящей профессии. Но делая все это, вы никогда не должны упускать из виду свое видение того, чего вы хотите, или свою веру и цель получить то, что ты хочешь. Позволь мне еще раз предостеречь тебя в отношении мотивов. Остерегайся коварного искушения стремиться к власти над другими людьми. Ничто так не радует несформировавшийся или частично развитый ум, как проявление силы или господства над другими. Желание править ради эгоистичного удовлетворения было проклятием этого мира. На протяжении бесчисленных веков короли и лорды заливали землю кровью в своих битвах за расширение своих владений. Это делается не для того, чтобы получить больше жизни для всех, а для того, чтобы получить больше власти для себя. Сегодня главный мотив в деловом и промышленном мире один и тот же. Люди собирают свои армии долларов и опустошают жизни и сердца миллионов в одной и той же безумной борьбе за власть над другими. Короли торговли, как и короли политики, движимы жаждой власти. Иисус увидел в этом стремлении к господству движущую силу того злого мира, который он стремился свергнуть. Прочитай 23 главу Евангелия от Матфея и посмотри, как он описывает вожделение фарисеев называться господами, занимать высокие посты, властвовать над другими и взваливать бремя на плечи менее удачливых и, обрати внимание, как он сравнивает это стремление к господству с братским стремлением к общему благу, к которому он призывает своих учеников. Остерегайся искушения стремиться к авторитету, стать мастером, считаться тем, кто стоит выше обычного стада, производить впечатление на других щедрыми дисплей и так далее. Ум, который стремится к господству над другими, это ум, склонный к соперничеству, а ум, склонный к соперничеству, не является творческим. Для того, чтобы управлять своим окружением и своей судьбой, вовсе не обязательно, чтобы ты властвовал над своими собратьями. И действительно, когда ты участвуешь в мировой борьбе за высокие места, судьба начинает побеждать тебя. Окружающая среда и то, как ты разбогатеешь, зависит от случая и предположений. Остерегайся склонности к соперничеству. Невозможно сформулировать принцип творческого действия лучше, чем любимое высказывание покойного золотого правила Джонса из Толедо: «Чего я хочу для себя, того я хочу и для других. Все вместе». Глава 15. Наступающий мужчина. То, что я сказал в предыдущей главе, относится как к профессионалу и наемному работнику,
так и к человеку, занимающемуся коммерческим бизнесом. Независимо от того, являетесь ли вы врачом, учителем или священнослужителем, если вы можете увеличить продолжительность жизни других и сделать, если они осознают этот факт, они будут привлечены к вам, и вы разбогатеете. Врач, который видит себя великим и преуспевающим целителем, и который работает над полной реализацией этого видения с верой и целеустремленностью, как описано в предыдущих главах, войдет в такой тесный контакт с источник жизни в том, что он добьется феноменального успеха, пациенты будут приходить к нему толпами. Ни у кого нет большей возможности претворить в жизнь учение этой книги, чем у практикующего врача. Не имеет значения, какой из различных школ он может принадлежать, поскольку принцип исцеления является общим для всех них, и до тебя могут достучаться все в равной степени. Преуспевающий человек в медицине, который придерживается ясного представления о себе как об успешном человеке и который подчиняется законам веры, целеустремленности и благодарности, вылечит каждый излечимый случай, за который он берется, независимо от того, какие средства он может использовать. В области религии мир нуждается в священнике, который мог бы преподать своим слушателям истинную науку жизни в изобилии. Тот, кто овладел всеми тонкостями науки о том, как разбогатеть, а также смежными науками о том, как быть здоровым, быть великим и завоевывать любовь. И кто, преподающий эти подробности с кафедры, никогда не будет испытывать недостатка в прихожанах. Это то Евангелие, в котором нуждается мир. Оно даст увеличение жизни, и люди с радостью услышат его и окажут щедрую поддержку человеку, который донесет его до них. То, что сейчас необходимо, это демонстрация науки о жизни с кафедры. Нам нужны проповедники, которые не только расскажут нам, как это делается, но и сами покажут нам, как это делается. Нам нужен проповедник, который сам будет богатым, здоровым, великим и любимым, чтобы научить нас, как достичь всего этого. И когда он придет, он найдет многочисленных и преданных последователей. То же самое можно сказать и об учителе, который может внушить детям веру и стремление к совершенству в жизни. Он никогда не останется без работы. И любой учитель, у которого есть такая вера и целеустремленность, может передать это своим ученикам. Он не может не дать им этого, если это часть его собственной жизни и практики. То, что верно для учителя, проповедника и врача, верно и для юриста, дантиста, агента по недвижимости, страхового агента, для всех. Комбинированное ментальное и личностное действие, которое я описал, безошибочно, оно не может потерпеть неудачу. Каждый мужчина и каждая женщина, которые неуклонно, настойчиво и в точности следуют этим инструкциям, разбогатеют. Закон увеличения продолжительности жизни также математически верен в своем действии, как закон всемирного тяготения. Стать богатым – это точная наука. Наемный работник поймет, что это так же верно для его случая, как и для любого другого из упомянутых. Не думай, что у тебя нет шансов разбогатеть, потому что ты работаешь там, где нет видимых возможностей для продвижения по службе, где зарплата маленькая, а стоимость жизни высокая. Сформируй в уме четкое представление о том, чего ты хочешь, и начинай действовать с верой и целеустремленностью. Выполняй всю работу, на которую ты способен, каждый день и выполняй каждую часть работы совершенно успешно. Вкладывай силу успеха и цель разбогатеть во все, что ты делаешь. Но не делай этого только ради того, чтобы снискать расположение своего работодателя, в надежде, что он или те, кто выше тебя, увидят твою хорошую работу и продвинут тебя по службе. Маловероятно, что они это сделают. Человек, который является просто хорошим работником, выполняющим свою работу в меру своих способностей и удовлетворенным этим, ценен для своего работодателя. И не в интересах работодателя продвигать его по службе, он стоит больше там, где он есть. Для продвижения по службе необходимо нечто большее, чем просто быть слишком большим для своего места. Человек, который наверняка продвинется вперед, это тот, кто слишком велик для своего места и у кого есть четкое представление о том, кем он хочет быть. Кто знает, что он может стать тем, кем он хочет быть, и кто полон решимости быть тем, кем он хочет быть. Не пытайся занять свое нынешнее место больше, чем просто для того, чтобы угодить своему работодателю. Делай это с мыслью о собственном продвижении. Сохраняй веру и стремление к росту в рабочее время после рабочего дня и до начала рабочего дня. Придерживайся этого таким образом, чтобы каждый человек, который вступает с тобой в контакт, будь то бригадир, коллега по работе или просто знакомый, почувствовал исходящую от тебя силу целеустремленности, чтобы у каждого возникло ощущение продвижения вперед и «я хочу, чтобы ты стал еще лучше». Ты будешь привлекать мужчин, и если на твоей нынешней работе нет возможности продвинуться по службе, то очень скоро у тебя появится возможность устроиться на другую работу. Есть сила, которая всегда предоставляет возможность продвинуться вперед мужчине, который действует в соответствии с законом.
Бог не может не помочь тебе, если ты действуешь определенным образом. Он должен сделать это, чтобы помочь самому себе. В твоих обстоятельствах или в производственной ситуации нет ничего, что могло бы тебя подавить. Если ты не можешь разбогатеть, работая в сталелитейном тресте, ты можешь разбогатеть на ферме площадью в 10 акров. И если ты начнешь двигаться определенным образом, то непременно вырвешься из тисков сталелитейного треста и попадешь на ферму или куда-нибудь еще. Ты сам этого хочешь. Если бы несколько тысяч его сотрудников пошли по определенному пути, сталелитейный трест вскоре оказался бы в тяжелом положении. Ему пришлось бы предоставить своим рабочим больше возможностей или выйти из бизнеса. Никто не обязан работать на трест. Тресты могут держать людей в так называемых безнадежных условиях только до тех пор, пока есть люди, которые слишком невежественны, чтобы знать науку о том, как разбогатеть, или слишком интеллектуально ленивы, чтобы практиковать ее. Начни мыслить и действовать таким образом, и твоя вера и целеустремленность помогут тебе быстро увидеть любую возможность улучшить свое положение. Такие возможности появятся очень скоро, потому что Всевышний, действующий во всем и работающий для тебя, откроет их перед тобой. Не жди возможности стать таким, каким ты хочешь быть. Когда представится возможность стать больше, чем ты есть сейчас, и ты почувствуешь побуждение к этому, воспользуйся ею. Это будет первым шагом на пути к большим возможностям. В этой вселенной не существует такой вещи, как отсутствие возможностей для человека, который живет развивающейся жизнью. В устройстве космоса заложено, что все должно быть для него и работать сообща на его благо, и он непременно должен разбогатеть, если будет действовать и мыслить определенным образом. Так что пусть мужчины и женщины, работающие по найму, изучат эту книгу с большим вниманием и с уверенностью вступят на путь действий, который она предписывает. Она не подведет. Глава 16. Несколько предостережений и заключительных замечаний. Многие люди будут насмехаться над идеей о том, что существует точная наука о том, как разбогатеть. Придерживаясь мнения, что запас богатства ограничен, они будут настаивать на том, что социальные и правительственные институты должны быть изменены еще до того, как появятся какие-либо. Значительное число людей могут приобрести определенную компетенцию. Но это неправда. Это правда, что существующие правительства держат массы в бедности, но это потому, что массы не думают и не действуют определенным образом. Если массы начнут двигаться вперед, как предлагается в этой книге, ни правительство, ни промышленные системы не смогут их остановить. Все системы должны быть модифицированы, чтобы приспособиться к движению вперед. Если у людей развитый ум, есть вера в то, что они могут стать богатыми и двигаться вперед с определенной целью, чтобы стать богатыми, ничто не сможет удержать их в бедности. Отдельные люди могут вступить на определенный путь в любое время и при любом правительстве и разбогатеть. И когда какое-либо значительное число людей сделает это при любом правительстве, они заставят систему измениться таким образом, чтобы открыть это путь для других. Чем больше людей разбогатеет на соревновательном плане, тем хуже для других. Чем больше людей разбогатеет на творческом плане, тем лучше для других. Экономическое спасение масс может быть достигнуто только путем привлечения большого числа людей к применению научного метода, изложенного в этой книге. Закажи книгу и разбогатей. Это укажет другим путь и вдохновит их стремлением к реальной жизни, верой в то, что этого можно достичь. И с целью достичь этого. На данный момент, однако, достаточно знать, что ни правительство, при котором ты живешь, ни капиталистическая или конкурентная система промышленности может помешать вам разбогатеть. Когда ты вступишь на творческий уровень мышления, ты поднимешься над всем этим и станешь гражданином другого королевства. Но помни, что твоя мысль должна быть направлена на созидательный план. Ты ни на мгновение не должен поддаваться обману, считая предложение ограниченным или действуя на моральном уровне конкуренции. Всякий раз, когда ты впадаешь в старый образ мыслей, немедленно исправляйся, потому что когда ты находишься в состоянии соперничества, ты теряешь сотрудничество с разумом целого. Не тратьте время на планирование того, как вы будете справляться с возможными чрезвычайными ситуациями в будущем, за исключением тех случаев, когда необходимые меры политики могут повлиять на ваши сегодняшние действия. Ты озабочен тем, чтобы выполнить сегодняшнюю работу совершенно успешно, а не чрезвычайными ситуациями, которые могут возникнуть завтра. Ты можешь заниматься ими по мере их поступления. Не задавайся вопросами о том, как тебе преодолеть препятствия, которые могут возникнуть на горизонте твоего бизнеса. Если только ты не я ясно вижу, что сегодня ваш курс должен быть изменен, чтобы избежать их.
Каким бы огромным ни казалось препятствие на расстоянии, ты обнаружишь, что если ты будешь двигаться определенным образом, то оно исчезнет, когда ты приблизишься к нему. Или же появится возможность обойти его. Никакое возможное стечение обстоятельств не может победить мужчину или женщину, стремящихся разбогатеть строго научным путем. Ни один мужчина или женщина, соблюдающие закон, не могут не разбогатеть, так же как нельзя умножить 2 на 2 и не получить 4. Не беспокойся о возможных катастрофах, препятствиях, панике или неблагоприятном стечении обстоятельств. Достаточно времени, чтобы встретиться с такими вещами, когда они представят себя перед тобой в непосредственном настоящем, и ты обнаружишь, что каждая трудность несет в себе необходимые средства для ее преодоления. Следи за своей речью. Никогда не говори о себе, своих делах или о чем-либо другом в унылом или обескураживающем тоне. Никогда не допускай возможности неудачи и не высказывайся таким образом, чтобы предполагать, что неудача возможна. Никогда не говори о трудных временах или сомнительных условиях ведения бизнеса. Времена могут быть трудными, а бизнес сомнительным для тех, кто находится на уровне конкуренции, но для тебя они никогда не будут такими. Ты можешь создавать то, что хочешь, и ты выше страха. Когда у других наступают трудные времена и дела идут плохо, ты находишь для себя самые большие возможности. Приучи себя думать о мире и смотреть на него как на нечто становящееся, растущее, и считать кажущимся злом только то, что не развито. Всегда говори с точки зрения продвижения вперед. Поступать иначе значит отрицать свою веру, а отрицать свою веру значит потерять ее. Никогда не позволяй себе чувствовать разочарование. Ты можешь ожидать, что получишь определенную вещь в определенное время и не получить ее в это время, и это будет казаться тебе неудачей. Но если ты будешь твердо придерживаться своей веры, то обнаружишь, что неудача только кажущаяся. Продолжай действовать определенным образом, и если ты не получишь этого, то получишь нечто гораздо лучшее, что позволит тебе увидеть, что кажущаяся неудача на самом деле была большим успехом. Один студент, изучающий эту науку, решил создать некое объединение бизнеса, которое в то время казалось ему очень желанным, и он работал несколько недель, чтобы осуществить это. Когда настал решающий момент, все это совершенно необъяснимым образом провалилось, как будто какое-то невидимое влияние тайно работало против него. Он не был разочарован, напротив, он поблагодарил Бога за то, что его желание было отвергнуто, и неуклонно шел вперед с благодарным умом. Через несколько недель ему представилась настолько выгодная возможность, что он ни за что не заключил бы первую сделку, и он увидел, что ум, который знал больше, чем он сам, помешал ему потерять высшее благо, запутавшись в нем. Только с меньшим. Именно так каждая кажущаяся неудача обернется для тебя успехом, если ты сохранишь свою веру, будешь придерживаться своей цели, будешь испытывать благодарность. И будешь делать каждый день все, что можно сделать в этот день, успешно выполняя каждое отдельное действие. Когда ты терпишь неудачу, это происходит потому, что ты просил недостаточно. Продолжай в том же духе, и к тебе непременно придет нечто большее, чем то, к чему ты стремился. Запомни это. Ты не потерпишь неудачу из-за того, что у тебя нет необходимого таланта, чтобы делать то, что ты хочешь. Если ты будешь продолжать в том же духе, как я сказал, ты разовьешь в себе все таланты, необходимые для выполнения твоей работы. В рамки этой книги не входит изучение науки о развитии таланта, но это так же точно и просто, как процесс обретения богатства. Однако не сомневайся и не колеблись из-за страха, что когда ты придешь в какое-то определенное место, ты потерпишь неудачу из-за отсутствия способностей. Продолжай в том же духе. И когда ты придешь в это место, способности будут даны тебе. Тот же источник способностей, который позволил необразованному Линкольну выполнить величайшую работу в правительстве, когда-либо выполненную одним человеком, открыт и для тебя. Ты можешь использовать весь свой ум для обретения мудрости при выполнении своих обязанностей. Это возложено на тебя. Продолжай в том же духе с полной верой. Изучай эту книгу. Пусть она будет твоим постоянным спутником до тех пор, пока ты не усвоишь все идеи, содержащиеся в ней. Пока ты укрепляешься в этой вере, тебе лучше отказаться от большинства развлечений и удовольствий. И держаться подальше от мест, где на лекциях или проповедях выдвигаются идеи, противоречащие этим. Не читай пессимистичную или противоречивую литературу и не вступай в споры по этому поводу. Читай очень мало, за исключением авторов, упомянутых в предисловии. Проводи большую часть своего свободного времени, размышляя о своем видении, воспитывая в себе благодарность и читая эту книгу. В ней содержится все, что тебе нужно знать о науке разбогатеть, и все самое необходимое ты найдешь в следующей главе. Глава 17.
Краткое изложение науки о том, как разбогатеть. Существует мыслящая материя, из которой сделано все сущее и которая в своем первоначальном состоянии пронизывает все пространство Вселенной. Мысль в этой субстанции создает то, что изображается мыслью. Человек может формировать вещи в своей мысли и, воздействуя своей мыслью на бесформенную субстанцию, может вызвать создание того, о чем он думает. Для того, чтобы сделать это, человек должен перейти от соревновательного ума к творческому. В противном случае он не сможет быть в гармонии с бесформенным разумом, который всегда созидателен и никогда не соперничает по духу. Человек может прийти к полной гармонии с бесформенной материей, испытывая живую искреннюю благодарность за те благословения, которые она ему дарует. Благодарность объединяет разум человека с разумом материи, так что мысли человека воспринимаются бесформенным. Человек может оставаться на творческом плане, только объединившись с бесформенным разумом посредством глубокого и постоянного чувства благодарности. Человек должен сформировать ясный и определенный ментальный образ того, что он хочет иметь, делать или кем стать. И он должен удерживать этот ментальный образ в своих мыслях, будучи глубоко благодарным Всевышнему за то, что все его желания исполняются. Подойди к нему. Человек, который хочет разбогатеть, должен проводить часы досуга, размышляя о своем видении и искренне благодаря Бога за то, что ему дана реальность. Нельзя придавать слишком большого значения важности частого созерцания мысленного образа в сочетании с непоколебимой верой и искренней благодарностью. Именно благодаря этому процессу создается впечатление о бесформенном и приводятся в движение творческие силы. Творческая энергия действует по установленным каналам естественного роста, промышленного и социального порядка. Все, что заложено в его ментальном образе, обязательно будет передано человеку, который следует инструкциям, приведенным выше, и чья вера непоколебима. То, чего он хочет, придет к нему путями налаженной торговли. Для того, чтобы получить свое, когда оно придет к нему, человек должен быть активным, и эта активность может заключаться только в том, чтобы занять свое нынешнее место. Он должен помнить о цели разбогатеть через реализацию своего ментального образа. И он должен каждый день делать все, что можно сделать в этот день, заботясь о том, чтобы каждое действие было успешным. Он должен дать каждому человеку потребительную стоимость, превышающую получаемую им денежную стоимость, чтобы каждая сделка приносила больше жизни. И он должен так придерживаться опережающей мысли, чтобы впечатление увеличения было передано всем, с кем он вступает в контакт. Мужчины и женщины, которые следуют выше приведенным инструкциям, несомненно разбогатеют, и богатство, которое они получат, будет точно пропорционально определенности их видения, твердости их цели, непоколебимости их веры и «я вижу всю глубину их благодарности».